Всем привет! Мы продолжаем проходить God of War четвертую часть. Ой, третью часть. Сорянчик оговорился. Вот. Значит что? Мы взяли голову Гелиоса, которая будет нам освещать, так сказать, путь. В некоторых местах будет определенное свечение, которое будет помогать нам проходить дальше. Поехали. Так, находясь рядом с золотой пылью, наведите луч с помощью R и раскройте секреты богов. Так, дай бог вспомнить, как это делается. R. Нет, слушай, вот. Все. Вот таким образом мы будем освещать путь, находить потайные знаки какие-то. Ну, либо знаки, либо секреты, я не знаю, посмотрим. Давай. Ой, не вижу ничего. Удерживая L2, нажмите, чтобы осветить и оглушить врагов. А, вот, я вспомнил, что это за глушилка такая. Ну, такое, она как-то недолго их глушит. Тут скорее просто достаточно врага заметить, чтобы хоть как-то его увидеть там. Увидеть, заметить, и потом уже можно добивать спокойно. Угу. Путь Эос. Надо туда к цепи идти. Окей. Да, КПшечку возьмем. Особо не требуется, но так, пригодится. Там еще что-нибудь почитаем. И сохранимся заодно. Так. Угу. Идти надо вот туда. Подожди, вот камеру бы мне немножко повернуть. Да. Там вперед явно не пройти. Давай почитаем, что там есть. Путь Эо. Кто увидит то, что видят боги, найдет путь на Олимп. Окей. Пойдем искать путь на Олимп. Сохранение. Идет. Давай так. У нас отдельно идет автосохранение, плюс еще помогают записываться дополнительно. Тут как Кратос как-то странно крадется, перешагивает. Кто? Кто здесь? Ну окей. Будем в потемках крутить мечами. Так, я все разбил. Да вроде все. Там вот здесь еще манны возьмем. Пойдет. Только что на лук почему-то переключилось. Автоматически как-то это все работает. Ага. Вот, на треугольник надо прожимать, чтобы он с лука переключался на башку. Окей, поперли дальше. О, здрасте. Слушай, ну глушилка в принципе чуть-чуть может помочь для врагов, которые пытаются заблокировать удары. Угу. А туда... Нет, туда нельзя. Прям активно заставляет этой штукой пользоваться. Вот. Глушим и потом добиваем. Вот тут какая-то каша начинается. Эй, выше, выше, выше. Выше свети. Я не могу понять, они за этим мостом где-то. Немного странно. Ну ладно. Скорее всего, не часто эта механика будет использоваться. По крайней мере, я на это надеюсь. Не очень удобная вещичка. Здорово, Рисака. Думал, стрел в 10 будет. А почему стрим должен быть в 10? Я обычно либо в 6, либо в 7 начинаю.
Тут все зависит от того, как я после ночной успел выспаться или нет. Тафферинг, наверное, я не буду проходить. Наверное, нет. Все-таки как-то эта игра мне особо ностальгии не доставляет. Я в нее играла немного один раз. Особо так не зашла, но она прикольная. Я подумаю насчет этого. Может быть, когда-нибудь. Это ж типа классика, да, у нас? Какого-то где-то примерно года 2003, по-моему, если я не ошибаюсь. Обе части выходили примерно с промежутком в пару лет. Так, ну тут перо какое-нибудь. Да, перо. Пока в планах по играм Nintendo Switch пройтись. Я тут накачал энное количество забавных игрушек, которые вроде как интересны. Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. А чё, куда мне идти-то? Нет, сюда не падает, и туда не падает. Что-то куда-то свалился, непонятно. Вроде шел прямо. Потом вжух и все. Так, вот мы с ними тут на этом мосту бились. Ага. Вот куда надо прыгать. Я веревку вижу. Я понял. Надо это дело обойти и потом прыгнуть прямо возле обрыва. Вовремя заметил, сейчас бы носился. Вот прям тут где-то. Да-да-да. Ну да, она особо неприметная, неудивительно, что я не заметил. Так, тут только легаться можно, да, на этой веревке? А ну вали. Отвали от меня. В первых двух частях, кстати, Лысый у нас как-то более активно отбивался на веревках, а тут сейчас ему пытаются напихать, как бы он как-то странно действует. Темно вообще аж глаз выколи, я с тобой полностью согласен. Ну, в этом прикол. Дали, короче говоря, тебе оружие, ты должен полноценно научиться им пользоваться, чтобы заюзать его вообще во всех аспектах, чтобы прям это, как говорится, с зубов отлетал. Чик. Только забавная. Вот этот фонарик. Им еще придется попользоваться, но, по-моему, не очень много. Ни хера не вижу. Эй. Нажмите L2, удерживайте, отпустите треугольник, чтобы выпустить вспышку ослепительного света и осветить темные помещения. То есть надо светом долбануть куда-то, чтобы появилось что-то. Два варианта. Либо мне надо как-то по уступу ползти, либо справа, либо слева. Бля, нахрен меня. Бля. Не то. Надо что-то другое делать. Надо удерживать, что прямо вообще долбануло хорошенько. Ну, Гелиос, да, затейник? Голову потерял, теперь забавляет. И как надолго это? Ну, ясно. Скорее всего, не на очень большой промежуток времени. Ну, не навсегда ты это прямо освещаешь. Ёкарный бабай. Здесь. Тихо. Я уже как зелень начинаю стрелы экономить. Слушай, ну я почти у цели. Тут до цепочки-то недолго осталось. Да? Приближается. Кто? Я же сказал, я не могу помочь. Нет, я знаю, ты можешь. Я знаю. Я верю тебе. Не стоит.
Что это за люди вообще? Что за баба? Недавно показывали кузнеца вот этого. Забыл, как зовут. Кузнеца с этих родственников. Часто это кто сейчас что-то подсказывает. Лук Аполлона. Удерживая 2, разожлить гарпию. Ну понятно. Сейчас будем на гарпиях опять летать. Квадрат. Блин, я забыл, как это делается. Там же все написано было. Ну, как обычно, инструкцию мы читаем в самый последний момент. Нужно на инструкциях некоторых писать. Ну что, дурак, уже сломал? Так, R1, ага. Ну и нормально. Долетел. Я не знаю, может быть туда вниз паркануть. Что-то мне сдается, там может быть секретка. А, все, он ниже уже не падает. Не хочет он ниже. Окей. Не, ну в игре появились немножко новые механики, это забавно. А вот эти вот уроды никуда не делись. Вот они прям бесят вообще. Что в первой, что во второй, что в третьей части. Нахрен, тут лук бесконечный, я лучше так их буду мочить. А они довольно-таки опасные. Продолжили быть. Ну. Да. Их жопа в том, что, блять, они постоянно под землей. Такие рваные. Ну, здоровье, в принципе, вроде как не шибко они сносят. Тут они по лайтовее чуть-чуть. Но тоже вредные. Ну ладно, вроде как одного зацепил немножко. Надо, как говорится, продолжать в том же духе. Да, и лучше, по-моему, одиночными ударами. Бля, зажимает, походу. Ни хрена у него жира просто. Ты сдохнешь, нет? Нет, все-таки, да, еще двое появились. Один еще тот не сдох. Здоровье они просто отнимают ебическую. Короче, большое количество. Даже могут смотреть дети. Давай, ну нахрена. Ну просто им на этой серии, там, я не знаю, по 50 ударов. Покер, да. Они как боссы. Блять. Постоянно под землей они выскакивают. Их не застанет, походу, ни хрена. Блять, ну замочили. Я, может, как-то их не так поубиваю. Вообще удары не проходят. Они прячутся от лука под землей. Хитрые, блять, сукины, ни хрена вообще. Но они ебучие были и в первой части, я скажу. И во второй. Постоянно, блять, эти уроды достают. Потом их начнут миксовать с другими мобами, и это будет вообще труба. Я просто с комбо не выхожу. А они просто, блядь, не дохнут. Так. Самые, наверное, бесявые вот эти мобы, это вот эти вот уроды, короче, и медуза, которая голову надо отрывать. Я не знаю. Они прям под тобой появляются. А как их цеплять тогда херово? Может перекатами, блядь, уходить.
появляться вот они как будут надолго. Вот что-то такое. Ты типа их цепляешь, блядь. Но они прыжками от тебя вылетают. Везде. Семен Семенович. Причем еще ни один не сдох. А их тут несколько появляется. Он один выстрел стрелой получает, загорается каким-то синим цветом и уходит под землю сразу. Это только первый сдох. И тут тот же вылезает другой. Блять, уроды вообще. Два моба тебя забивает нахрен. Что у нас есть? Крючки. По-моему, нет. Не фонтан. Ну давай попробуем крючками, я не знаю. Вряд ли это чем-то поможет. Крючки Аида. И чё? Эй. Камера забыла повернуться. Я за ней где-то там убивался. О, подожди-ка. Какие-то захваты делает. По крайней мере, они ко мне не подходят. Я вот их хватаю захватами и что-то как-то ударяю. По-моему, я нашел выход из ситуации. Давай. Серия 85 ударов. Блин, наверное, самые живучие мобы, которые тут есть. Сотка ударов. И никто еще не умирал. Фантастика, блин. Давай, то одного хватаем, то другого. 137 ударов. Они еще бессмертные, да? Нет, ну если удары по ним проходят, значит они как-то получают урон. Я их выдергиваю прямо из-под земли. Слушай, ну ништяк. Но я-то все равно оружие качать не буду. 200 ударов, 203 удара. Извините, зачем? Что за мобы-то? Ни один не подох еще. Бесовщина какая-то. Ладно. Я, по крайней мере, не получаю урон. На очко-то сходишь, чувак. Первый только сдох. Охренеть вообще. Это только первый сдох на 260 с чем-то комбо сделанных. Слушай, а я второго черепами еще бью как-то. Дергаю одного, а черепа летят на обоих. Забавно. Я думаю, если будет больше двух мобов, хотя бы где-нибудь штук 5, вместе вот с этими гавриками, то, наверное, я не выведу. Надо что-то какую-то другую придумать тактику. Я только один удар получил. Зато они ко мне не подходят. Пусть долго, зато эффективно.
я закончил тут их лупить. И серию прервал. Ну ладно. Хрен без серии. Я скоро устала долбить по одной клавише. Чик. Он прямо из земли крючками выдергивает, и они ничего сделать мне не могут. Отстойные мобы вообще. Главное, живучие-то какие, а? Ладно, один остался, да? Кстати, он тоже меня может замочить. Ну-ка нахуй на землю. Короче говоря, выдергиваешь их из-под земли, начинаешь комбо и как-то так добиваешь. То есть не всегда дергать их вот таким вот образом. А один раз выдернул, вытащил его из земли и продолжаешь комбить, короче. Вот такой вот, наверное, лучше более выгодный исход событий будет. Дальше пошли. Зато полное хп, и никто меня не дергал. Никто не тронул. Так. Направо, ой, налево мне потом. После 3 мобов тебе дают сразу 2 сундука. Видимо, игра рассчитывала, что ты прям будешь конкретно тут кататься по земле и получать очень много урона. Угу. Экзекуция продолжается. Дергаем. Дергаем. Оп. И продолжаем. Дергаем. Продолжаем. Ну, как-то так. Хочу его перекинуть. А, нет. Тут еще и лучники появились. Чумовой расклад. Здорово, Нэш. Так, подожди, а если попробовать мечами хаоса, то же самое делать? Так, хватает он его. Слушай, по-моему, можно то же самое и мечами хаоса творить. Ой, выдергивает? Да, он его выдергивает из земли захватом. А куда он делся? Эй. Падла, пропал. А чё ты в бочку-то стреляешь? Он стреляет не по мобам, он стреляет... Да, это 3-я часть. О, наконец. Леван Тумансьян. Спасибо за подписку. Если я вдруг случайно неправильно прочитаю ник, извиняй. Я тут весь в геймплее. В геймплею. А чё, как там? Твой второй аккаунт. Угу. Как правильно читается-то? Как-то Лемон. Я что-то не успел, быстро исчез. Надо их как-то убить. Но дело в том, что он стреляет почему-то в бочку. Подожди, заряженным попробуем. Вот, точно. Заряженный удар. Начинаю вспоминать на 20-й минуте весь геймплей, которому меня обучили на первом стриме. Так, тут, по-моему, нет, я успел все-таки ящик дернуть. Ну, никогда не знаешь, когда тебе понадобится полное хп. Ну, они любезно положили второй ящичек рядом. Леван Тумансьян. Левон Тумасьян. Левон Тумасьян. Ну, полное это имя Леон. Ну, сокращенно Лева получается. Подожди. Сокращенно Лева это Лев.
точнее даже Лёва это получается имя учительно-ласкательное. Лев это он просто есть лев. Он как бы не сокращается, это имя. А Левон, по идее, он и говорится, ну, полностью произносится имя. По-моему, у него сокращенных нет таких вещей. Мы с девушкой живем вместе, у нее сына зовут Леон. Так что Леон, это такие созвучные имена. Так, давай сохраняемся. Часто лев говорят. Но я думаю, все-таки это просто Левон, это, ну, это получается же не русское имя. Вот, и поэтому упрощают до русского, скажем так. Но правильнее говорится полное имя, прям проговаривается Леон, я так полагаю. Все остальное это получается уже производное. Куда летим? Цепь баланса. Армянская. Ну, имя-то армянское. Но этот какой? Я говорю, эй-эй-эй. О, все, вверх. Все равно упрощают люди, чтобы, ну, привычнее же по-русски, как бы, имена называть русским людям. Хотя хрен его знает тоже. Ну, как удобнее, короче. Меня, если что, Алексей зовут. Так, напряженный какой момент. Я помню, когда первый раз тут проходил, я часто проигрывал. Смотри-ка. Прям вообще без запиночки получается. Главное не сглазить. Вот тут, наверное, самое то гироскопом управлять. Если я прочитаю твои сообщения, мне тут не оторваться просто от экрана, я сейчас куда-нибудь башкой врезаю. Ладно. Очень приятно. С этим можно качнуться, но потом давай вот этот участочек пройдем. Так. Они тут поправили QTE моменты. По сравнению с первой и второй частью, они немножко растянули время. Рисака, еще раз здоров. Они немножко растянули время этих QTE моментов, но они раскидали кнопки, которые ты будешь нажимать по разным дальним углам экрана. Поэтому не всегда можно заметить то, что тебе там... Ну, обычно же привыкаешь, что в центре у тебя эта кнопка, ну или когда чуть повыше центра. А тут как-то вот в одном углу, вообще внизу, слева, не всегда можно заметить, поэтому иногда будем проигрывать. Ничего страшного, я думаю, да? За это не казнят. Почему вот в игровых фильмах, в таких местах, когда нужно проживать кнопки, тебе эти кнопки показывают в центр экрана, чтобы ты точно не просрал этот момент. А! Падла какая. Что там у вас, ребят, как погода-то? У нас тут на севере она вполне уже налаживается. Сегодня даже весь день чуть выше 20 градусов. Жара прям вообще. Так, куда надо прыгать? Но у нас влажность чуть больше, чем, допустим, в средней полосе, и поэтому, когда 20, это как в средней полосе, наверное, 30. Я думаю, надо прыжками валить, пока я живой. Жара 28 градусов. О, вот видишь, как... Кстати, я довольно-таки хреновенько жару переношу, не знаю. Когда мне жарко, хочется где-нибудь спрятаться в теньке, под вентилятор какой-нибудь, я не знаю. Окунуться на крайняк, знаешь. Прям вот
Для меня комфортная погода, комфортные условия, скажем так, это где-нибудь осенью, знаешь, но не самой глубокой. Как ее иногда называют бабье лето. Какие бабы, такое лето. Стоять. Где-то вот тут что-то есть. О, я сундук нашел, ни хрена. Вот я думаю, подозрительное свечение какое-то. Они таким макаром сейчас еще и сундуки от меня будут ныкать. Вот жуки, а. 15 градусов самое то. В принципе, да. В принципе, вот пятнашка еще, но все равно как бы. Вот летом по утру неплохо. Вот прям не холодно, не жарко, но такая только-только погода начинает налаживаться. Самая жопа, когда там часов 12, солнце в пиковом состоянии. А у нас еще полярная ночь, так что у нас солнце за горизонт не садится вообще летом. И батя там как мышь просто в щелку пролез. Блять, а тут не пролез. Как Винни-Пух чуть не застрял. Тихо, ага. И, блять. Ладно, я думаю, еще пару ударов удержу. Прям на Икара похож. Что-то эти кубики припоминаю. Тут какая-то жоподерка будет. Что-то там скакать с куба на куба придет. На куб. С куба на куб придется скакать. Ну, я играю на 4-й плойке, там, в принципе-то, мало чего изменилось. Да, тут будет сейчас какая-то жоподерка. Так, сейчас шмальнем вот сюда, допустим, для начала. Тут что-то крутить надо. Что-то вертеть. Но по мне так пока что вот с какой получается уже идет 4-й час геймплея 3-й версии игры, ну 3-й части. Она как-то мне попроще, ну покомфортнее играется, скажем так, чем первая, допустим. Первая какая-то, я не знаю, угловатая была, что ли. Какие-то вот, ну не знаю. Как-то там все через жопу было. Тут чуть-чуть как-то, вот не знаю, полайтовей, что ли. Но вот я с кем не общался из пацанов, как бы, которые уважают серию God of War, всем кажется то, что 3-я часть именно сложная. И поэтому еще одна причина, почему я решил всю квадрологию пройти, чтобы все-таки, знаешь, для себя в памяти восстановить, какая же все-таки часть самая такая топовая и удобная, и классная вообще. Пока вот 3-я лучше всех. Не эти кубики, это пипец, я на них застрял. Сейчас затащим. Я отомщу за вас, пацаны. Так. Он почему-то здесь не долетает. Почему? Ради. Ага. Да, вот рог только что вот нашел. То есть что? Тут надо под определенным углом кубика встать в центр. И тогда он заметит эту клавишу. Пиздюк лысый. Пидорас. Пидорасина. А что, заново надо этот ящик? Ну хотя бы недолго надо светить. Это быстро делается. Рог. Рог Минотавра. Вот бог, вот рог. Ну и всякие там производные, типа вот бог, вот порог. Он шел с работы и как приуныл.
меня тоже такое бывает. Так. Два варианта. Либо он сейчас должен раскрутиться и сигануть прямо на этот канат, либо прямо на грань кубика. Нормально. Главное не торопиться. Так. Заряженный удар. Ок. Ну тут сейчас по логике вещей мобы должны попереть. Да ладно, что, никого нету? О. Вспомнился фильм «Куб». Наверное, кто смотрел. Он довольно-таки старенький. Там, где толпа людей между кубами перемещалась. Неплохая такая фантастика. Кстати, не смотрели фильм, я тут недавно его глянул, называется «Платформа». Смысл фильма в том, что там где-то 300 с чем-то этажей тюрьма. Я так понял, что люди туда попадают добровольно, но чтобы оттуда выбраться, это надо еще стараться. Вот, люди сидят, ну как, представим себе 9-этажный дом, допустим, да, в однокомнатных комнатах. Эти однокомнатные комнатки, они имеют в центре дыру. А вот, знаешь, смотрел. И по центру этих комнат идет платформа. Да, и там стол со жратвой. На самом первом этаже жратву загружают, и потом они должны, ну, типа, кто сколько съест. И до конца не факт, что дойдет. Такой фильм чисто про человеческую сущность. Довольно-таки интересный. Так, а я должен этих ребят мудохать, пока они у меня разбивают платформу, да, вот это, точнее... Тихо. Пока они звенья разбивают. Главное, достаточно их не подпускать, в принципе. Надо одна сучка, когда долбанет, да, бля. Надо прямо посередине между ними держаться. Что это за фильм? Это называется «Платформа» фильм. Он такой тоже, в стилистике Куба. Еще прикольный сериал, также он напомнил этот, как он. Сериал напомнил «Черное зеркало». Так, а давай мы их немножко по-другому помудохаем. Тихо. Стоять, Зорька. Кого? Вот так вот. О, иди сюда. Я забыл, как их добивать. Ай, надо вертеть. Ай, бля. Ладно, ничего, сейчас добью. Так, походу, по-моему, там другой платформу крошит, пока я его добиваю. Чик, -1. А, и второй сразу же спекся. Кастатик. Бам. И добивание. Шикардосненько. Еще прут. Еще лезут мобы. Ну, когда совсем жарко станет, можно будет забацать гнев этих титанов. Или как эта хрень называется. Короче, берсерка. Чик. Кстати, а лучники будут крошить у меня звено этого куба? Или нет? Наверное, на самой высокой сложности тут вообще, наверное, не продохнуть. Давай напихиваем этим ребятам. Ай. Тихо. Главное лучников. Блять, хотя нет. Неверно. Лучники тут не самое важное. Хотя, по идее, я же доехал, да? Я не знаю, надо ли мне... Может быть, это выше надо?
Ну еще как бы, еще выше этот куб тащить. Хотя я смотрю, что они прям не заинтересованы разбиванием. Или да? Сейчас мы всех замудохаем, не вопрос. Так, как быстро эта штука кончается. Да, он бьет по звену, падла. А если звенья просрал, то хана этого. Ты заново побежишь. Печалька. Нет, я думаю, что уже жарко. Так, минус один, минус второй. Ну давай. Все, включаем берсерка. Добиваем лучника. Классно то, что он быстро прям наваливает им. А нихуя сделать не успевает. Все. Да. Надо было ехать дальше. И теперь вот этого товарища допинываем остатками. Здрасте, остатки колбаски. Чик, чик. И теперь... А, все, поехали. Ну так еще лучше. Прямо экшен. Камера, мать его. Мотор. А че? Собака сдох? Не, нормально. Какие дети, а? Кинул, заваливаем. Ура! Давай этого добиваем. Крутим. И какая кнопка? Вот так. Бам. Минус череп. Слушай, я еще и отпилился на халяву. Я вообще это скопыт. Напихиваем этим ребятам. Что есть мочи, как говорится. Берсерк теперь двуручным мечом. Разве? А не, по-моему, одноручный у него сейчас был. Вот этот меч Афины. Он его постоянно достает. В любой непонятной ситуации доставай меч Афины. Ай, да ёб там. Пизда. Все пиздюля собрал. И хватай, да, бля. Хватай ты его. Он под подачу прям летит. Чик и добиваем. Ты не вздумай мне тут это. Статистику форкнуть, как говорит. А чё, на-ка? Он быстрый. И неумолимый, как бабки в очереди. Пятый педучасток. Так. И добивание. Хорошо. Ну еще давайте там ваших. Для полноты картины, скорее всего, надо еще 2 кубика притащить. Нет? Там босс ходит. Пошумим, блядь. Это за хрен. И слава яйцам, что я не играю в Dark Souls, я бы все заново побежал. Подумать только. Гермес. Кратос, призрак Спарты. Собственной персоной. Проклятый смертный. Я не буду марать рук о муху, севшую назад Зевса, Гермес. Это слова труса, Кратос. Ты просто не можешь поймать меня, вот и не пытаешься. Прототип Флэша, кстати. Кратос, и куда же ты путь держишь? Точнее, Флэш-прототип Ах да, этого Гермеса. ты же собрался убить отца, Зевса. Мы сейчас у него башмаки отберем. Никто Точняк. не сможет. Я вспомнил. Кратос решил насмешить богов. 7 лет я последний раз проходил эту игру. Ничего не меняется, ничему-то он не учится. Кратос, глупец, Даже 8 убил получается. свое дитя. 8 лет назад. Кратос, глупец среди богов и смертных. Навсегда обречен. Навеки Доминика из он Форсажа.
Он Я не смотрел, кстати, ни одной части из «Форсажа». мести. Поэтому, Спартанец идет по пути к позорной. ну, как правило, людей, ну, точнее, люди, которые озвучивают, их не так уж и много, актеров озвучки. Так что он не только, наверное, Доминика озвучивал. А, у Кратоса? Я думал, у Гермеса. Ну, я говорю то, что я не смотрел, не в курсе. Так, а в бок не ползет. И чё? Вот иногда тут камера встает очень плохо. Ну, в смысле, очень неудобно. Вот нахрен мне сейчас любоваться на его лысину. Не могли бы как-то ее отдалить, я не знаю. Вот типа того. Да, вот так вот комфортно типа смотрится. Но когда у тебя сокращают резко угол обзора, это, ну, как минимум, не это. Неприятно. Причем я эту цепочку уже давненько видел. Так, а лысый может более активней бегать по вот этим вещам, да. Он сейчас 10 тысяч лет будет ползти. Кстати. Есть что качнуть. Чпок. Это такое. Из динамики какие-то звуки. Клинки изгнанника, увеличение урона, смерч хаоса, второй уровень, вот это хорошо. L1 и квадрат. Не вопрос. Гнев Тартара. Понятно? Новый счетчик золотого руна. Удар Арго. Парировав с L1, нажмите треугольник. Но это, наверное, только если случайно получится. Это же игра не про парирование, правильно? Свет выключения. Прыжок назад. Ну, по-любому мы с Гермесом скоро будем мудохаться. Пламя Олимпа. Тартара Тусо. Тартар, гнев Тартара. Да, возможно, просто взяли имя Тартар и назвали его. Ну, типа как типа как этот, как его, торт Наполеон, тут соус Тартар. Ящик Пандоры он взрывал в первой части. И как это понимать? Глаза не обманывают тебя, Кратос. Это тот же ящик, что был открыт много лет назад. Сила для убийства бога все еще сокрыта. Я выпустил эту силу, когда убил Ареса. Нет. В этом ящике скрыта еще большая сила. Она спрятана от мира. Все началось, когда Зевс победил титанов в Великой войне. Он их, получается, титанов дважды уже размотал. Зевс понимал, что бедствия, порожденные этой битвой, если дать им волю, способны разрушить мир людей и богов. Чтобы спасти мир от бедствий, Зевс повелел Гефесту создать для них прочное хранилище. Страх, жадность, ненависть. Он заключил их в ящик, надеясь, что они никогда не омрачат его царствие. По-моему, не Тартар вместилище Аида. Чтобы сразить Ареса, запретная сила вырвалась. Надо загуглить. Хотя есть такая поговорка, типа лететь в Тартарары. Возможно, это производная оттуда. Но пламя смертельно. Как я смогу достать ящик? С помощью той, чье имя он носит. Пандора? Она — ключ к пламени Олимпа. Ключ к нашей мести. Это будет не просто, спартанец. Мне несложно справиться с девчонкой, Афина. Надеюсь, это так, призрак Спарты. Так, призрак Спарты, это все хорошо, конечно. Чем мы, я так понимаю, ящик взрывать Пандоры сейчас не будем.
Но есть какое-то взаимодействие. И тут тоже. Ящики мне особо не нужны. Давай, наверное, почитаем. Буквы стерлись. Разобрать ничего невозможно. Аналогично, да? Да. А вот тут? Тут нет читов. Нет, и зачем? Она и так нормально проходится, зачем читы? Чтобы вместо Кратоса бегал какой-нибудь паровозик Томас. Было бы забавно, кстати. В 4-й части же сделали какие-то моды. Там что-то вместо Кратоса можно Гомера Симпсона поставить. Это вообще, конечно, труба. Ну, богатая фантазия. Находясь рядом с золотой пылью, наведите луч с помощью R. А где она, эта пыль? Так. Ну, где-нибудь насветим. Давай, стой. 4-я не очень. Она мне, вот, не устану, наверное, повторять. 4-я часть, она мне напомнила Darksiders 2. Прям вообще в копейку. Есть определенный хаб, ты из него шакалишь тудым-сюдым по разным локациям, прокачиваешь себя способности, шмотки какие-то. Правда, в Darksiders 2 там много шмоток было, вот это я помню. Вместо Кратоса, если поставить аниме Тян с катанами, будет Genshin Impact, наверное. Куда бы ты ни поставил Тян с катаной, будет Genshin. Так, давай, наверное, все сейчас откроем, а потом уже читать будем. Наверное, какую-нибудь охуительную мне историю сейчас хотят рассказать. Так, насветил. Я, кстати, подумываю тоже трилогию Darksiders пройти как-нибудь. Она же неплохая вполне. По крайней мере, 4-я часть неплохо стрельнула, 2-я типа была еще лучше, а вот 3-ю засрали. И как же там, на двоих-то Диаблоид какой-то они сделали еще. Геншин это пипец. И чем он людям так нравится, я вот тоже не знаю. Некоторые игры мне непонятно вообще, для чего вообще они существуют. Хотя, наверное, Genshin Impact стала популярна из-за мобильных устройств, а потом ее уже портанули на ПК, и там она уже еще больше добила, так сказать, своего развития. Вот, 2-й крутой. Ну, я вот 1-й не играл. Я 1-й только видел как-то издалека. К корешу заходил, он там лобал в него. Вот я 2-й лобал, тоже до конца не дошел. 3-й не видал. Поэтому я как-то как-нибудь хочу вот осилить Darksiders прям трилогию. Она же, в принципе, тоже, ну, слэшер как бы. Ну, а почему бы нет? Все-таки классика. Пламя Олимпа. Смерть ждет всякого, кто коснется пламени, будь то бог или смертный. Но даже эта сила меркнет по сравнению с той, что скрывается в сердце пламени. Короче, не трогай огонь, тоби пизда. Баланс сил. Музы сопровождают души в жизни. 3 судьи. Смерти. Музы сопровождают души в жизни. 3 судьи смерти. А между жизнью и смертью лежит ключ к пламени, что хранит баланс сил. Ну вот, 3 мужика, которые держат цепь, и они через кубики держат как-то пламя, что ли. Не, ну на ПК же есть намного лучше игры, чем Genshin. Ну, естественно, ну понимаешь. Просто то, что стало популярным, и возможность вот этого, то, что ты на андроиде полобал, потом свой прогресс с аккаунта перенес на ПК, дома поиграл. Как бы вполне. Она стала популярным. Когда у нас просто аниме-игры были настолько популярны, как Genshin Impact, скажите мне. К тому же она еще бесплатная. Это тоже
надо дать должным таким играм, которые просто бесплатно могут тебя порадовать. Да, там есть платный контент, но это уже немножко другое. Фактически-то ты прийти в игру и начать играть можешь бесплатно, отсюда уже можно плясать. А там просто ввели донаты и все. 3 мужика держат цепь, что-то пахнет тройничком. Возможно, может быть, они делают тройной голландский штурвал. Если ты в курсе, да, наверное, что это такое? Судьи Аида. Судьи держат в руках судьбу Олимпа, только в их власти находится великая цепь. О, появился. Может быть, ты и силен, но вот скорости тебе не хватает. Угу. Мы сейчас там будем с ним на арене мудохаться. Подожди, мужик, я не дочитал, тут охуительная история. Так, вот 3 мужика держат. Хорошо. Ну, двери, наверное, явно не работают. Дверь заперта, естественно. Сейчас мы этому ноги повыдергиваем, заберем башмаки и этими коваными нацистскими сапогами будем эту дверь вышибать. Так, дальше читаем. Музы. Музыка открывает тайные истины тем, кто готов их услышать. Тот, кто возвысит свой голос в песне муз, может поднять бремя Олимпа. То есть, короче, музыку послушал, стал сильный пиздец. Окей. Механизм. Этот механизм держит на себе всю тяжесть Олимпа. Чтобы сдвинуть его с мертвой точки и открыть путь к сердцу лабиринта, потребуется великая жертва. Странно. На одном каком-то механизме держится вся сила Олимпа. Ну, как-то непрактичненько, что ли. А как же, не знаю, средства безопасности? Ну, знаешь, как в этих, в лифтах, если, допустим, у лифта трос обрывается, то он резко встает на распорке и никуда не упадет. Когда вернется. Да. Я думаю, да. Сердце лабиринта. В сердце лабиринта бьется великая страсть, способная погасить даже пламя Олимпа и открыть путь к сокрытой в нем силе. Нихуя не понял, но очень интересно. Да, конечно, понял, что тут понимать, короче говоря, сила Олимпа держится вот на этой хрени, но дело в том, что ты ее не можешь трогать, потому что ты типа смертный. Вот весь хуй до копейки. Так, он нас тут заждался уже. Сейчас он будет пытаться нас очень быстро отмудохать. Ну, тут какая-нибудь тактика. Нам нужна какая-нибудь тактика, и потом мы будем ее придерживаться. Ну, голимый флэш. Ну, просто. В битвах, спартанец. На сегодня удачи не с тобой. Эти вот подкидывания монеток, знаешь. И мне надо за ним идти. Почему ты решил, что сумеешь меня поймать? Почему? Как Потому что я лысый медленно. псих. Чик. Чё, она прям Олимп удивил меня молниеносной скоростью в смерти. Почему запнулся? Ну, лысый после ботинок быстрее-то не стань. Он просто будет быстро бегать местами. Эй, что застрял? Вот как? Вот он не съезжает. Почему? Потому что тут за 2 метра до него это кусок палки торчит. Я, наверное, сейчас также запнулся просто. Поэтому не смог залезть и просрал. Чик. Полетели. Да, ну куда ты, куда, блять, он вперед, назад, я нажимал вверх.
Жопа что. Ну, типичная хрень. Лысый умеет подставлять таким образом. Он иногда как начинает хуёвничать, хоть стой, хоть падай. Ну, как правило, падай. Чик, чик. Блять, Олень идите нахер. удивил меня молниеносной скоростью, смертный. По мозгами не наделил. Давай, лысый. Нон-стоп, как говорится. Ну, надо ли их убивать? Хотя, что я, куда уже торопиться-то, да? Тут же вроде ничего не горит. А вот это можно разбить? Люди не научатся. Та-та-ра-та-та-та-та. Сколько еще буду играть? 2 часа, примерно 40 минут. Ну, 2,5 часа точно. Больше. Стрим только начался, час прошел. Ну, разве не Обычно я весело? 3,5 часа где-то стримлю. Как бы мне этого хватает, чтобы... Пинка, знаешь, устала, жопка, блядь, засиделась, типа того. Я вообще не понимаю. Ну, я тоже пытался стримить там по 5 часов. Тяжеловато. Башка потом жутко болит еще. Неплохо, спартанец, но не слишком хорошо. Но почему-то, когда вот без стрима играешь во что-нибудь, то вполне можно просидеть за игрой и 10 часов. Я не знаю, как, почему это так влияет. Я, наверное, никогда больше, наверное, 8 часов в жизни не играл. Вот за это время уже и реакция явно не та. Тихо, держимся. Я же прыгать хотел. А завтра, я думаю, да, тоже полобаем. Завтра полобаем, наверное, также Ленивый смертный. God of War. Потом у меня 3 дня получается. Нет, пару дней, наверное. Стримов не будет. Нет, не пару. 1 день у меня получается стримов не будет. Я с утра буду на работе. Ну, я, как правило, блять, всегда анонс делаю где-нибудь за полдня до начала стрима, так что колокольчик тут должен не подвести. Хотя он не всегда тоже. Бывают осечки. Блять, что же мне эта беготня-то не напоминает? Ты что, лысый не зацепился? Он прям проскользнул мимо этого, мимо подоконника. Почему он не зацепился? Так, надо как-то так крутиться этой штуки. В принципе, что-то подобное в Человеке-пауке было. Вот, да блять. Он взял сейчас крылья, просто скинул свои. О, вот так. Надо маленько притормозить, чтобы в колебания войти. Так. Ну тут особо никто не торопит, я смотрю. Блять.
Нет, не перейду я в упрощенный режим. Как всегда, вот эти вот сложности не в убивании мобов, а вот в этих вот странных моментах кривого платформинга. Он то не зацепится где-нибудь, то соскальзнет, то еще какая-нибудь хрень. Вот, он сейчас раскачивается, я не тороплюсь. Да, блядь, не тороплюсь. Эта залупа тоже падает. Прикольно. Будем знать. Он, видишь, иногда вот крылья. Я сейчас нажал на кнопку, а он херак их просто сбрасывает. Он это видит как прыжок иногда. Ну, в смысле, обычно. Ну, блядь. Крылья не сработали. Я сейчас 4 раза нажал, пока он летел. Я уже... Блядь, тихо, тихо, тихо. Я уже говорил, какой он ориентации. Пидорас! Повторяй. Пидорасина! Тут прям часто, кстати, спрашивают, хочу ли я перейти в упрощенный режим. Я знаю, что надо удерживать. Но он даже их не подхватывает просто, чтобы удерживать. Потому что, когда он летит на крыльях, ты уже удерживаешь эту кнопку. Но чтобы он их расправил, тебе надо нажать на X. Я нажимаю, он их не расправляет. Вот в чем проблема. Так. О, теперь он расправил, падла. Ну, такие затупы бывают, что делать. Я же как этот, не спидранер, да? Который всю жизнь может одной игре посвятить. О, вот теперь он долетел и даже перелетел. Ну все, пошла мазута. Давай народ крошить. Неплохо, Кратос. Ты Зачем, интересно, тут обычных людей запустили? Чтобы мне совестно было их убивать? Я испытывал какое-то чувство вины, наверное. Сразу вспомнились слова этого Роршаха из фильма «Хранители». Этот город визжит, как скотобойня. Так, надо нехрен брать мне. Вперед пошли. А, это еще не все. Кто-то где-то есть. Вот они, сыкины дети. Все, дверь работает. А почему он сюда не может пролезть? Тут, наверное, ну... в полукруг залезет, наверное, 3 Кратоса. Обычно вот эта логика разрабов, конечно. А он, кстати, куда-то прям пялит. Почему? А, вот лестница. Ни хрена себе. А я не заметил. Тихо. Подожди, подожди, подожди. Идет дождь, плохо видно, но я думаю, что где-то тут еще и нычечка какая-нибудь будет. Нет. Ничего нет. Слева лестница, да-да-да. двигаешься медленно, как и соображаешь. Пошел ты нахер, козел. А ты забавный спартанец. Давай-ка еще поиграем. Давай же, Кратос. Ну на. Подожди, пока ничего не дергаю. Ну, тут особого выбора-то и нет. В какую сторону? Вот так. Чик, и мы сейчас себя катапультой запустим.
Нет, слушай, он ядра будет шмалять. Бам. А, даже вот как. Вот этот момент я вообще не помню. Отмычка? Нет. Надо туда ползти, наверное, да? Сейчас посмотрим. Пока не торопясь, лучше внимательно все осмотреть. Зато будет потом на что качаться. Так, вот подъем, и тут какой-то проход будет. А потом к сундуку бежать получается. Главное, катсцену не встретить какой-нибудь. Ну да, мне туда надо. Погоди. Не торопайся. Чик. Давай сюда забираемся. Эй. Ну вот. А я думал, просто можно зацепиться за дерево. Бля, за что там? Тихо. R1, ну. Монета Гермеса. Сокровище Гермеса. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Че он будет монетками вот так просто с щелбана стрелять по телу или что? Нахрен она нужна? Я думал, что он в любые деревянные предметы может свои ножи втыкать, разве нет? Ну просто по логике тихо вещей. Видимо, какое-то особенное дерево. Может быть, дуб? Я пришел на то же самое место. Смертный не может одолеть меня. А ты брал вот эту монетку? Что она делает вообще? Я вот не в курсе, первый раз вижу. Ты меня не поймаешь. Да. Я поймал. Мне надоела эта игра, спартанец. Играй. Я играю. Медленно соображаешь. Я всегда буду быстрее тебя. Ну что-то как-то не очень он прям быстрый. Может ускориться потом. Так по чуть-чуть затупляю его. Я думал, спартанцы сражаются честно. А ты хочешь убить меня, когда я Тут, даже не по-моему, могу пока- защитить себя. Этот артефакт вроде бы должна давать бесконечную ману или здоровье, или выносливость. Да? Но, скорее всего, выносливость. Раз у нас Гермес так носится, это будет выносливость. Ну, скорее всего. Тут, в принципе, вот пока боссов-то сложных не было, вот немножко помудохался с этим Саидом. Ну, такое себе. А так пока вот они все как-то на крутые моментах этих увозят и все. Нечестно! Но у тебя ведь свои понятия о чести. Правда, Кратос? И что принесла тебе твоя честь? Ничего, кроме ужаса перед поражением. Сегодня ты одержишь надо мной победу. Но А то что потом, закидывает прям на Кратос, ноги. окажется, что ты предал лишь самого себя. Дай ботинки пораскать. Ну, как тебе? Как тебе такое, Илон Маск? Станет меня! Отстань от меня. Зачем, когда уже прошел игру, ну вдруг кто-то захочет, допустим, да, игру плюс, к примеру, на более сложность, более высокой сложности. И рак.
Есть же, знаешь, такие ребята, которые платину прям выбивают. Так, я удерживаю кнопку. У меня вибрирует геймпад, но оно не дорезает что-то. Может, надо нажимакать? Понятно. Написали, удерживайте. А надо было прожать еще раз. Наебщики. Ты что, из пауков состоял? Жуки какие-то. Все, сандали на мне. Посейдону, значит, пизды дали. Аиду пизды дали. Гелиосу пизды дали. Гермесу аналогично. Сандали Гермес. Эти сандали дадут вам быстроту и ловкость бога-посланника. Хорошо. Чтобы ринуться вперед, нажмите крест, удерживая L2. Короче, еще бег по стенам, да? Короче, лук у нас это квадрат. Потом башка треугольник. Крест, бег. Еще будет один подобный артефакт. Что, никто не нападает? Ну, ёпте. Так, нужно, как говорится, поставить ноги как на видосе. Широкую на широкую, ебаные волки, и погнали. Фиг, чё? Вот так и зажимаешь. И попер. Я помню, что этой механики что-то учился как-то в каком-то месте. Там затык у меня был. Долго бегал по этим стенам, куда-то попасть не мог. Кстати, бег по стенам, ну... Принц Персия. Примерно вторая часть. По-моему, и в первой это было. R1. Это, они. Чик. И все. Вот так, поближе подойди. Оп, и поехал. Прикольно, прикольно. Так или иначе, разработчики каждую часть добавляют новые механики. Да погоди ты, гнев Спарты, зачем его расходовать лишний раз? Находясь в воздухе, используй те, чтобы уклоняться. А как это? Ни хрена. Это новый прикол с поворотом, да? Подожди. Как это работает? Хорошо, чтобы... Ну, это прям Devil May Cry. Когда он... По-моему, Неро умел эту херню делать, когда он в полете рукой подцепляется за кого-нибудь и начинает скакать от персонажа там, от моба к мобу, там по крючкам разным. Принц Персии тоже легенда, люблю. Я проходил, по-моему, только вторую часть, у меня она была на диске. Я купил себе, по-моему, диск для компа, там была двухсторонняя DVD-болванка. Вот, и там игры от Юбиков были. С одной стороны, по-моему, ну, Принц Персия был, а с другой Settlers. Что же еще? Far Cry, по-моему. Splinter Cell. Pandora Tomorrow. Это единственная часть, которую я играл. И все, по-моему, 4 игры на диске было. А Far Cry там, по-моему, первый был.
Так, что-то они там мне показали, что-то надо заюзать. Но светить-то тут нечего. Чик, и поехали. Ну, давай, что ты, беги. Пёс лысый, давай. О. Даже держать не обязательно. Он так допрет. Развернулся. Сейчас осветил. Еще перо феникса. Вот это уже прикольно. Сейчас мы будем побольше с лука шмалять. Иногда... А, это перо для магии. Подожди, рога для этого. Рога для желтой. Перья для синей. Глаза для зеленой. Я вспомню. Вот тут. Ну прям типичная механика Метроид, когда нужно было от стенки к стенке там бежать. Чик. И наверх. Все равно третья часть самая кайфовая пока играется. Даже, по-моему, четвертая так не втыкала. Ну, наверное, не точно. Блять, серьезно? Четвертая часть, скорее, она, знаешь, она про графон, я думаю. Тут про геймплей больше. Что-то не заметил, этот ящик переливается. Вот. У них прям туп-кабинет. Кто последний в туп-кабинет? Хитман. Хитман... Короче говоря, Хитман еще играл в первый, когда он только вышел. У моего товарища, другом был он на компе. Вот мы первый Хитман играли, потом пропустили Хитман вторую, третью. Я потом уже, когда компом обзавелся, Blood Money поиграл. Прошел. Blood Money крутая. Потом в Absolution поиграл. Тоже неплохо. И вот на канале я прошел первые две части, вот уже 16-го, по-моему, года. 16-го и 18-го. Надо третью как-нибудь скачать, да пройти. Они коротенькие, что очень жаль. Но из-за вариаций разных событий там можно прикалываться. Реиграбельность, короче говоря, повысили. Но они забавные. Мне понравились новые Хитманы. Они прям крутые. Да и в принципе и старые тоже были классные. Да, как минимум интересно. Эти надо пройти. Надо просто этим заняться, короче, скажем так. Проходится-то что он там? По-моему, сколько там? 5 миссий, кажется. Что такое? Тут смотрел недавно по Хитману спидран. Чувак закреплял, наверное, я не знаю. Кармик. Месяцев 5, по-моему. Русский чувак делал мировой рекорд по Хитману. Прохождение всей трилогии. И сколько там нужно нюансов учесть и рандомных событий учесть, чтобы повернуть их так в 5, чтобы, короче говоря, сделать их именно эти события, чтобы там один человек пошел только по этому маршруту. Вот это вот все дело рассчитать и так далее. Короче говоря, он, по-моему, месяцев 6 тренировался в этом Хитмане на стримах у себя на Твиче. Но тем не менее, он затащил, он поставил мировой рекорд. Он говорит, это не максималка, его, скорее всего, собьют очень быстро. Но, тем не менее, он это сделал. Хитман нет. Вот в Манхант играл, еще диск остался на вторую плойку. Не, ну Манхант это вообще очень крутая вещь. Rockstar прям респект. Респект и уважуха. А вот вторая часть такое себе. Uncharted все 4 части прошел. Мне показалась вторая затянутая. Третья
прикольная. Первая тоже. Вторая затянутая, но в принципе играется неплохо. В четвертой части мне не понравилось, как там сделан левел дизайн. Иногда ты просто можешь кругами бегать по одному и тому же месту, но ни хрена не видеть, куда забираться. А так игра красиво сделана и экшн-сцены прикольные. Вся квадрология неплохая. Надо будет тоже как-нибудь. Она есть у меня на плойке, можно будет как-нибудь пройти. Я думаю, дело того стоит. Тем более они проходятся довольно-таки быстро. Я просто еще, она мне, скорее всего, вторая часть показалась затянутой из-за того, что я ее половину прошел, а потом забросил, я не знаю, месяцев, наверное, на 5 где-то так. И потом я еще добивал, и я думаю, они все примерно, они же выходили на третьей плойке у нас, и они все примерно за одинаковое количество времени проходятся. Сложность там везде одинаковая, перестрелки примерно то же самое, загадки только между собой различаются и все. Но так вообще в целом и история неплохо подана. Отлично. Надо будет как-нибудь пройти. К тому же ее собирается же на ПК портануть. Был анонс, что в конце лета выйдет Uncharted. Либо в июле что-то такое. В августе у нас Паук. Типа в июле Uncharted должен был выйти, только, по-моему, первые три части. Про четвертую, по-моему, они молчали. Вот, но сегодня я прочитал в новостях, что вроде как ее собираются где-то в октябре только выпускать на ПК. Ну, если мне как бы захочется в Uncharted поиграть, то качать 3 секунды, как бы, ну не 3 секунды, придется подождать часик-другой, но тем не менее. Всю трилогию, квадрологию, все можно захерачить. Давай, короче, дальше пошли. Пойдем-ка разберемся. Что-то там людей убивают безнаказанно. Ну их вряд ли надо защищать, я думаю. Кстати, третья часть, она, по-моему, даже будет гораздо кровавее, чем четвертая. Да чем все остальные. Тут Кратос тут реально псих. Глаза выдавливает, ноги отрезает. Он ни в одной части себе такого не позволял. Буйство красок. Так, челик не успел. Ну давай, также стандартно. Одиночными... Ах ты, падла. Одиночными ударами. Сейчас мы ему, короче, с лука, наверное, да, напихаем. Чуть-чуть поудобнее будет. Я ему в колено постоянно попадаю. Он вообще безобидный, если ты его с лука мочишь. Ну тут не до жиру, как говорится, быть бы живу. Кувыркайся, да, напихивай ему делов. И все. А можно было бы тут выделываться, что-то там пинаться с ним и так далее. Вон, сука, нашмалял ему по башке и нахрен он подох. Так, тут просто мелочевку размотать, блин. Неудобно, что их двое. Под перекрестные удары попадаешь. Но мелкий, бля, я его не захватил. Оп, поймал. Добивание. Много хп потратил. Та-та-та-та-та. Они вдвоем мочат, суки. О, беда, разрушение и все заново. Так. Но для этих ребят как минимум есть берсерк. Первого мы также валим по той же схеме.
А других берсерков разматываем. Надеюсь, еще двое не появится. Наша игра тоже так любит делать, правильно? К стеночке прижала. Давай, чё? Это как гопники его окружили, что-то пытают. Давай, схватил, добил. Неплохой комбо на 60 чем-то ударов. Причем оглушить его не получится, тебе прям явно показали то, что у него шлем одет. Кстати, желтая полоска быстро восстанавливается вполне. Буквально пару секунд. Раз, два. Ну да, пару секунд. 3. Блять, все равно задел. Не вижу. Сейчас бы мог на подачу нарваться, кстати сказать. Чик. Чик. Все. Перебываем. Давай по-быстрому мелочевку разматываем. Давай, 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 давай. Блять. Да давай, короче, вот так, да? Пинаем, а то это много времени занимает. Так, -1. Ну и все, в принципе. А этого мы так запинаем. Как проверенной схеме. Эй, да мне никуда не уйти оттуда. Бля, ну это отстой. Меня зажали просто между двумя мобами. Кнопочку пропускать надо. А то он не кувыркается, блять. Если сейчас никого не появится, то нормально. Я его пройду. Да. Чувак, ты сдохнешь, да? Да, наконец. Ну, да, горнючие черти, конечно. Но тактика была подобрана верно вполне. Посейдон, Зевс, Аид. Надо будет сейчас влево сбегать, может там сундук какой. Потом, наверное, забацаем перекур на 3 минутки. Будем дальше проходить. Рок. А хп-то никто не угостит. Очень жаль. Так, давай, короче, возле двери стою. Сейчас я подойду. Через, 3 минуты перерыв.
Перив закончился. Табличка, заебись, хочу кекса. А кто его не хочет? Все хотят кекса. Пламя Олимпа. Чё? Ага, стрелки какие-то. Надо башку снести. И второй. И они руки типа опустят. Я по этим рукам, прыг-скок. И вот туда, где кулисы. Понял, принял. А, подожди, я... Там же, где и был, что ли? Только чуть-чуть повыше. Окей. Здорово, Даман. У нас тут обои компьютер. Обои. Да никак. Давай ящики дергать. Вот хпки бы немного не повредило вообще. А то еще какой замес, и можно чуть-чуть подохнуть. Вот здесь проход. О, Арес, Афина, Зевс. Это что за манда? Посейдон. У них тут прям галерея. Аид. Титаны. Здорово, чуваки. У меня тоже есть лук. Так, ну манна мне не нужна, а вот хп самая... Вот прям абсолютно в дырочку. А, обои что показывают? Сорянчик, сорянчик. Между сценами переключил не то. Я просто в ОБСке недавно сделал конкретно сцену 4 для сета какого. Для карты захвата. Все, не привыкну. Так, ну все, давай тогда в проход. Короче, вы тут ничего особо не пропустили, так что все норм. Но я все равно извиняюсь. Да, я просто вот тут пробежал арестом туда-сюда, посмотрел картинки. Пару мобов убил. Давай в проход тогда зайдем. Задний. Кто такие? Они на этих похожи, на сирен. Только они как призраки какие-то. Ебать тут. Стеклянный пол, ну, зеркальный. Прям трассировка лучей. Удерживая L2, ТТТ, чтобы выпустить. Короче, глушим их и лупим. Понятно. А показать вы не хотите ее? Бля, ну замечательная камера. Она спряталась за колонной и все. Решила она тут на потолке от меня заныкаться. Дай, ну. Ее дважды нужно добить. Хребет сирены. Сломав сирене хребет, вы получите синие сферы. Короче, ману дадут. Я не против. А давай вот так, на подходе их. Пик. А вот камера, конечно, опять за этим углом прячется. Добиваем одного. Но я вот перемудохал просто. До свидульки. Разорвал напополам. Кого? Ну, наверное, мужика лучше. Выгодней. Тихо. Женщина.
Не мешайте. Бля, ее придется засветить. Этого добиваем и эту штучку мочим. Все нормально. Далеко-то женщина, от меня не уходи. Я видел ее сиську. Прям джангл. Упс. Добивание не получилось. Я ее опять перепиздил. Почему, интересно, всегда тут с сундуков падает меньше, чем с мобов? Ну, как-то вообще не очень. Ну, вот эта вот хрень с винтовой лестницей прям во всех частях была. Я не понимаю, у них фетиш, что ли, такой? Винтовые лестницы показывают. Трон какой-то, что-то не вижу. Пинка дверь открыл. О, я, кстати, помню эту загадку. Сейчас мы будем дудеть в разные дуды. Дуды. Под какую-то там мелодию. Давай посвистим, блядь. Сначала сундучки. Тут надо какой-то рисунок, что да, вот меч надо собрать. Меч, с которым я бегаю. Сначала, наверное, лучше подняться наверх. Посмотреть, что там есть. Повыше. Вот, еще сундук. Я тоже вот, когда первый раз проходил ее тогда, я тоже подзастрял, потому что, ну, не совсем ясно, что от тебя хотят. Но так-то, в принципе, загадка понятна. Но, как говорится, чтобы понять, как работает любая загадка, точнее, как решать любую загадку, нужно понять, как она работает. Сейчас будем восстанавливать пробелы в памяти. И тут вот еще сундучок. Оп. Хрен знает, сначала колеса надо крутить или дудеть? Да. Наверное, и колеса покрутим. Еще, конечно, вопрос. Право налево или слева направо это собирать? Так, ладно, это не крутится. Дальше вроде как по рисунку оно так идет. Не то. Сейчас мы эту волыну настроим. Погоди, она по-другому строится. Надо думать, по-моему, да? Иначе фокус не получится. Завещала великий Амаяк Акопян. Ага. Нет. Я выхожу отсюда. Сначала надо, получается, собрать картину, а потом прожимать клавиши. Понял, принял. А как тогда? Как ее повернуть, чтобы меч горизонтально был? А, и все, да? Да, мы накрутим тут всякого. Да, загадка собрана. По-моему, я как раз застревал в прожатии вот этих вот клавиш. Давай. Блять. Фишки рваные.
Я нолик не прожал последний. На треугольник нажал, на 0 нет. Поторопился. Клавиши одни и те же бегут. Спасибо. Нормуль. Наперделал дудку за блатную романтику. Сложно, когда две клавиши заставляет прожимать. Иногда палец не точно попадает, и поэтому... Все, теперь не надо просто вниз падать, да? Ой, я тут механизм. Мобов не дадут? Ну, этих чисто так. Подожди, а что на них не действует? Птичкой показывают, и тут еще прожимать все надо. Птички, наверное, специально для отвлечения внимания. Да ёб твою мать. Иди сюда. А я из зверька. Ближе. Точно, это же штука одноразовая. А эти гаврики у нас будут все время появляться, да? Ну хоть это как у обезьяны, это не так уж много хп, сразу же почти отлетает. Вот, наверное, еще надо думать, чтобы это, то, что у тебя прокачаны мечи. Не качал мечи бы, мурохал бы ее хрен знает сколько. Да, не успел, потому что надо быстро их разматывать. Бам-бам-бам прям. Пик и все. И теперь дергаем вниз. А нет. Тупо ждать. Поехали. Я еще и брюхко и повредил. Тут часто встречается то, что бей-бабу поебал. Кстати сказать. Он прям, по-моему, женских персонажей тут как-то более агрессивно разносит. Ебальником в пол колотит. Бошки отрывает. Надо, кстати, на это внимание обратить. Как он поступает именно с добиванием мужских персонажей. По-моему, он просто может их разорвать напополам и все. Ну и ногой в башку притопнуть. Как так. Сексизм? Делаем ставки. А хпки не дадут, да? Вот она. Я ее тогда, по-моему, не подбирал. Экономия. Где-то тут у нас еще сохранение было.
А тут еще наверху было сохранение. Где сундук пропустил? Не знаю. Вроде все собирал. Вон тут сохранение еще одно было. Так, давай дергаем вот этот рычаг в какую-то сторону. А может ее в другую надо? Ну типа наверх? Нет, назад он не катит. И тут еще сундук один есть. Ну, это с манной. Привет всем, хорошего стрима. Спасибо, Серега. Вот, наконец-то теперь эти гаврики пытались отпустить эту цепь. То есть они уже 5-й час, мне 6-й час рассказывают про эту цепь какую-то историю. Прям такое ощущение, что цепь это у них просто, я не знаю, самая важная в жизни. Не туда? Вот там еще ныкается. Велик один. Подожди, давай пробежимся, вдруг там еще что-то открылось. Ну а вдруг? Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну да. Пойдем в проход еще один. Кстати, что? Ну, мы его больше будем открывать. Он прям должен с проходом загореться синим цветом. Бля, опять эти мудаки. Я хотя бы научился их удохать. В первой части я даже, по-моему, несколько раз при замесах с ними протрал. Потому что, оказывается, их надо было вот именно таким образом выдергивать прямо из-под земли. Тогда они вообще, ну, лайтовые, короче. Жирные, но лайтовые. Просто вот он их на раз разматывает. Как говорится, ты просто не умеешь их готовить. Бля, опять винтовая лестница. Если этот момент под грибами проходить, тут можно немножко одуреть. Оп, и сундучок. А где он? На уровень ниже. Наконец-то, 3-й глаз. Вот я, по-моему, вот эти сундучки с глазами частенько пропускаю, потому что я 2-й раз только хп поднимаю за игру. Думаю, к этому моменту я уже должен был, наверное, раза 3 его поднять. Хотя, я знаю. Это пизделка попахивает. Прям арену вижу. Мужик держит телок на привязи. Браво! Вот и явился наш герой. Че это за шипокляк? Ты очередному ублюдку Зевса. Гера. Явился как раз к последнему акту. Блядь, кто такая Гера вообще? Гера. Алкоголичка какая-то местная. Ужасно выглядишь. Все еще ищешь Ты, способ сильная независимая женщина, которую бросил муж, она теперь бухает с 50 кошками. Статуя сутенера. убить мужа. Ты знаешь, что я хочу отомстить Зевсу. Не могу тебя за это винить.
С тех пор, как ты убил моего сына Ареса, А, понятно, мамка Ареса. Зевса снедает страх перед тобой. Его страх пройдет, когда я убью его. Выпьем же за это. Ну, я же говорил, как гречка. Гера, я ищу деву Пандору. Пандору? Эту маленькую тварь, которую создал мой сын Гефест? Блять, у нее что, все дети ее, что ли? Нет. Проститутка. Этого я не могу допустить, дорогой. Убить его. Так вальяжно. Убить ее. Давайте еще. Убить. Геракл. Здравствуй, брат. Между нами ведь нет обид, Геракл. Неужели? Ты всегда был любимцем Зевса. Воздух Олимпа задурманил тебе голову, брат. У Зевса нет любимцев. Вот, теперь я услышал точно то, что это голос. Он не только Форсажа озвучивает персонажа, но и в целом он озвучивает этот мужик. Он озвучивает в целом Вина Дизеля, где бы он ни играл. Не только в Форсаже. Риддик и так далее. Что там еще? Где он у нас снимался? Короче говоря, вот этот официальный чувак озвучивает только этого Вина Дизеля. А вот у Геракла тоже звук, голос знакомый, но пока что не могу узнать, кого бы он мог озвучивать. Но тоже голос прям знакомый вообще. Я говорю, актеров в озвучке, по сути, их вообще, ну, не знаю, там, наверное, штук 20, я думаю, так. Я как-то смотрел про них небольшую документалку, там у них спрашивали, как они вообще это все дело занимаются, сколько зарабатывают и так далее. Кстати, зарплата у них не очень-то многая, ну, не очень-то большая. Вот. И их там, на самом деле, вот прямо из знаменитых немного. То есть один один актер озвучивает примерно 5 таких вот актеров, которые играют в основном, знаешь, ну, типа Дауни младший озвучивает, один чувак озвучивает Дауни младшего, допустим, потом какого-нибудь Хоакина Феникса, ну и заодно там Брюс Уиллиса, допустим. И еще 5 каких-нибудь незнакомых чуваков. Плюс игры, естественно, да. Подумай сам, брат. А шапка у нее петушиная, конечно. Защищал Авгиевы конюшни, ты был избран, чтобы сразить Ареса. Тебе мало? Слушай еще. Когда тебя сделали богом войны, меня отправили искать яблоки. Назвали это... Это бухает и ржет. Ха! Пусть мне и было позволено убить немейского льва, но именно ты прославился среди смертных. Жестокий Я говорю, да, петушиный шлем. ставший героем, смертный, ставший богом. Но на этот раз, брат, Потом, по-моему, подобный шлем был в этом Эс Вентура 2, который Вачуту и Вачата, там вот эти вот два племени, которые от Шикаки там угорали. На колено сразу же падали. Шикака! И хуяка, короче, молиться начинает. Шикаши, шишки баб. Там этот подъебывал их. У них таких уже шлемов. одержу победу. Считай это моим последним, 13-м подвигом. Скоро я стану богом войны и сам воссяду на этот трон. Ты хочешь воцариться на Олимпе, но окажешься в подземном мире, Геракл. Это мы еще посмотрим. А куда он ушел-то? А как же священные пиздюля? Сначала, наверное, мне надо толпу размотать, а потом его уже. Вентура угарный фильм. Говорят, новый будут снимать скорее. Дай бог, чтобы не сняли говно, вот честно. Мне понравился Тупой еще тупее 2. Хотя первая часть злачная была в 90-х. Я думаю, сейчас немножко другой уровень юмора у всех. Но я вот буду искренне надеяться, то, что будет классный фильм, как бы Джим Керри пока сейчас самый такой
Крутой комик. Правда, у него там проблемы с психикой, по-моему, какие-то были. Он что-то там депрессию ловил. Последние, там, не знаю, лет 10 назад. Здесь его отпустила. Кстати, у Джима Керри любимая группа Каннибал Корпс. Че, оружие будет? Я позырим. А, вот эти вот, я у него эти перчатки заберу. Я вспомнил. Ты слабей. Давай варежки свои. А, его надо вот так. Все. И варежки забрал. Или-то в ДМБ в фильме-то было. Хуйненок ваш мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал. Но вот этим вот круговым ударом я просто всю толпу разматываю. Единственное, что надо как-то более эффективнее от этого клоуна уходить. А то что-то он напихивает местами. Нет, стрелять явно не вариант. Ну, а эти пиздюки будут лезть постоянно. Они типа это... бесконечные. Ага. А-ля вторая фаза. Давай-ка его от всех. Вот так вот. Колено в ебасос. О! Гермошлем этот петушиный раздолбал. Шикарно. Че, броня для слабаков? А сам-то, блядь, был запаян в этой броне только что. Разве нет? Так, но у него кроме варежек-то ничего не осталось, кстати. Я думаю, может его берсерком размотать или так сойдет. Угу, защищается. Ау. Ну, мы его так, короче говоря, поглядим по чуть. А потом, если что, если совсем жареным запахнет, можно будет уже берсерка врубать. А так я вполне до него достаю. Только как, мы должны с ним сцепиться или что? Ярость можно, но давай пока оставим. Сколько у него фаз, я не помню. Может, его на парировании надо как-то ловить? Да, нет, вроде. Но, кстати, вот он как-то замирает тут на секунду. Для чего, я не понимаю. Может, это какой-то охуевший момент, надо его не пропускать. По-моему, да. По-моему, надо пытаться парировать, чтобы он как-то подачу получил. Потому что что-то как-то я его мудохал, а он нет. Не того. Вот. Теперь удалось спарировать. Он пиздит, мы его, на него нападем. Вот так вот. Удар в печень никто не лечит. Сейчас у меня чуть-чуть поменьше хп будет. Можно попробовать. Я держу победу. Я, получается, первый ролик просрал, что ли? Я его не добил. Все, варежки у меня. Тобі пизда.
В Devil May Cry, кстати, такое же оружие было. Так, ты мужик это, того. Ты не это, не психуй. Интересно, сколько унций у него весят эти штуки? У нас же перчатки боксерские в унциях измеряются, так что... Ну, пизды он грамотно гребает прям. По всей силы. Вот он тырок. Ну похер. Чисто на мужика его можно завалить. По крайней мере уже в этом моменте. Серьезно? Эй-эй-эй. Слушай, а у него жира, кстати, полно что-то в этой фазе. Это будет длиться вечно. Он прям хочет, чтобы я его отмудохал возле этих ворот. А медом, что ли, намазано? Он без оружия лучше бьется. Ну да, у него жира тут полно, я смотрю. Это я его первые две фазы дольше мудохал, чем тут. Ничего, сейчас расковыряем его пиздак, и все будет чики-пуки. Я говорю, Кратос псих вообще в третьей части. Просто одичалый безумец. Да все, у него от лица уже там ничего не осталось. Столько. Всплыл кверху жопкой. Немецкий цестус. Знаменитые кастеты, полученные Гераклом после убийства немейского льва. Немейский цестус. Немецкий, блядь. О. Еще 2 косаря накопите, можно до 5-го левела вкачать мечи и потом, короче говоря, разматывать всех как Иисус. Немецкий цесус, да, такой с усиками сразу. То есть на каждом льве вот есть такие усики. Усики, пропуск в трусики. И чё? Немейский рык. Ударьте цестусом по земле, чтобы создать взрывную волну. А как это делать? Спасибо, Кэп. Ну, пока у меня ману из-за этого не забирают, но потом можно будет этим немецким цестусом пользоваться только ограниченное количество. Ну, как говорится, не все кот уматывается, понятное дело. Хер его знает, что-то там. Смысл их еще долбать. Палка какая-то, да? Предметы из оникса можно разбить с помощью цестуса. Бля, такие встречались или нет? Я не помню. По-моему, в самом начале что-то такое было синенькое. Сдается мне, они меня потихонечку в самое начало ведут. Как это называется? Построение черепаха, да? Мы панцирь подразвальцуем.
О, теперь эти товарищи вообще на раз разлетаются. Бам, давай еще. Ну и вот так. Я что-то давненько манну не использовал. В принципе, у меня ничего стоящего это и не было. Оникс — это же ночной клуб. Ну, не знаю, у нас такого нет. У нас, по-моему, вообще... Да, у нас нет в городе ни одного ночного клуба. Есть, короче, пару а-ля ресторанов и все. Выбор оружия. Ну. Кстати, я ни разу... Только что задумался, я ни разу в жизни не был в ночном клубе. Вообще я не любитель. Я бы, наверное, не пошел, даже если бы предложили. Так, мне показали его расхераченную морду, и что? Я должен просто нырнуть под нее, чтобы проплыть вот туда. Погоди. А вот ниже есть какие-то? Вот, еще какая-то приблуда валяется. Наплечник Геракла. Сокровище Геракла. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Ну, не знаю, это может быть какое-то там будет защиту давать. Разрабы как прям, заманивают, чтобы ты еще раз прошел игру. Посмотреть хотя бы, что за предметы тебе такие дали. Есть ночной клуб Ломоносов. Ну, это такой бредюшник, да, наверное. В хорошем клубе круто, но нужно отмотать пробег возраста, чтобы туда ходить. Далее только на курортах. А что, если тебе там около 40, допустим, ты не можешь в клуб попасть? Что за хрень? Ты по роже не вышел, ты типа уже все, старый пес, тебя в клуб не пустят. Я думаю, должны тогда какие-то клубы существовать для пожилых, там, я не знаю, кому за 30 уже. Там будет какой-нибудь усопший, этот, как его, Шатунов играть, я не знаю. Ночной клуб Ломоносов, кстати, знакомое название. Новый баг. В хорошем клубе круто, но не знаю, мне бы в этом клубе было бы скучно. Потому что, во-первых, музыку я кардинально другую слушаю. Я все, что связано с роком, могу послушать. Но типа клубная музыка меня не прикалывает. Может быть, драм я бы еще послушал. Типа того. Вот. А так, ну, если в принципе хорошая компания, то может быть я бы не обратил внимания, к примеру, на музыку. Не знаю. Никогда не был, поэтому не берусь судить. Вот я чего скажу. Нет. Сил нет, спать хочу, работа, семья, для пожилых только свингер-пати на Таганке. Ты даже знаешь, где это говно находится, что за хрень, ты уже ходил, ты посещал свингер-клубы? Ну-ка, Сергей, рассказывай мне, как на духу, ходил или нет? Обмениваться опытом. Да, ну это жопа, конечно. Я вообще не понимаю, это свингер-стейшены, когда там просто все ебутся вокруг. Хотя, наверное, если ты одинокий, то, может быть, это неплохо. Типа, зашел в клуб, там присунул, здесь присунул, побухал, ушел. Главное, чтобы тебе не присунули. А то будет вообще, типа, ну, фиаско, блядь. Также не понимаю, ну, блядь, наверное, еще должен, короче говоря, быть одиноким и немножко с ебанцой. Потому что, ну, как бы, ну, это хрень какая-то, когда там просто групповуха какая-то жесткая. Я считаю, что там какие-то такие странные люди тусуются, как минимум. Короче, это традиционное проявление секса. Фингер-пати. Фингер-пати — это когда ты просто все стоят и дрочат, короче. Бабы мастурбируют, мужики дрочат. Вот это фингер-пати. Ну, за определенную там сумму, допустим, ты можешь какой-нибудь бабе там пальцы куда-нибудь засунуть, типа 2 в куньку, 1 в сдуньку. Типа того, короче, расклад можно такой устроить. Но это за бабки, наверное.
Фингер-пати на таганке. Еще можно сделать ей какой-нибудь фингер-стайл, короче. Чертог Посейдона. Давай. Посейдона забодали, сейчас будем его чертоги разрушать. Кстати, я как раз варежки не снимал еще. Прикольное оружие, кстати. Прям вообще на изи просто всех разматываешь и все. Правда, вот не так по круге, ну, по кругу бьет, как мечи хаоса. Но тоже неплохо. Прям вот, когда кто-нибудь со щитом, тема. Крюки, вот тут уже получается такое себе удовольствие. Ну, то, что Саида выпали. Все. У нас товарищи кончились. Есть цепи. Цепи нахрена? Их не ударить. Это что за петушара стоит? Я думаю, он потом выползет. Нет. Может, его подвинуть надо будет. Сейчас посмотрим. Еще цепь. И там цепь. И тут цепь. И одно колесо. Я думаю, мужика надо подвинуть под вот эти вот. Ну, зафиксировать мужиком в палице. Здесь кто-то есть? Понятия вообще. Скорее всего, я сейчас по кругу буду ходить. Там какая-то петушка висит. Освободи меня. Ок. Принцесса Посейдона. Ты же Кратос. Сиськи? Нет. Покажи пиратам сиськи. Посейдон, короче говоря, он как маньячела, телку держит, заперти вся в подвале. Мудохает ее, кормит ее какой-нибудь, не знаю, хлебом и водой, чтобы она не подохла. И дрючит периодически. Ну, он хоть ей подушек накидал. Еще какой-то был проход направо. Опять мужик. Угу. Это соединяет зал. Опять мужики. Мне что, туда на пики точеные падать еще? Подожди. Посейдон неудивительно. А чем он, кстати, отличается? Он самый более похож на маньяка. По-моему, у них у всех шансы одинаковые, они все какие-то трусанюхи. Блять, она. Я говорю, пики точеные. Да чё он не запрыгивает-то? Здорово, город Электросталь. Да, я буду 4-ю тоже часть проходить. Я не буду проходить только эти, как вам, типа Chains of Olympus, что-то такое. То, что выходило там на PSP и дополнения какие-то. Блядь, а чё он не прыгает? Чё ему надо? Здорово, игротек. Спасибо за лайкос. Опускается лифт. Может, его надо ниже опустить. А как? Просто прыжками? Мне типа вверха не хватает.
Кратос не настолько жирный. Как ты, что нового? А чё нового? Я не знаю. Работа, дом, семья. Все отлично, как сам. Короче, по-моему, не дают они мне запрыгнуть вот сюда. Мне надо как-то, походу, эту платформу ниже утопить, чтобы залезть во второй портал. А этот портал только там оказывается. Situation. Долететь на крыльях он явно туда не сможет. Рычаг дернуть, по-моему, тоже. Жена, дети? Да, типа того. Нет, он долетел, блядь. С третьего раза он сюда попал. Чему он до этого? Что ему мешало, блядь, до этого дважды это сделать? Хрень какая-то. Плюс жесткий достал, даже спать не могу, бывает. Ну, так к стоматологу тут, надеюсь, обращался. Плюс такое дело, что лучше не запускать. Там вплоть до заражения крови. У моей, когда плюс был, сразу же отволок в больницу. Они еще и напиздели, вы, говорит, слишком долго собирались, слишком долго попадали. У вас типа чуть ли там киста, короче, и считанные часы до того, как она лопнула. Вызвали типа скорую, короче, ну не скорую, точнее, с приемника. Врач был на больнике. Вызвали с приемника врача из дома. А зачем он их хватает? А, нужно нашвырять в портал собак побольше. Только он не допинывает их. О! Сейчас мы вот таким образом груза туда напихаем. А вторая сама запрыгнула. Закамикадзила псина. Давай туда же. Чик. Он уже пожилой, только фингерпать остается. Вот, еще немного. А где остальные собаки? А, остальное я уже додавлю своей массы. Понял, принял. Я не боюсь зубных, да думаю пройдет. Ты сейчас про что рассказывал, то звук не очень, когда отворачиваешься. Смотря на каком участке повествования ты остановился. Но к зубному, я тебе говорю, лучше сходи. Все. На собак можно уже и не обращать внимания. О, Кратос, Но есть сиськи. умоляю, пощади меня. Заклинаю тебя, пощади. Придержи язык. Почему чат не работает? У меня вроде все есть. Все показывается. Правда, с задержкой, как обычно. Если с чатом что-то не то, то надо обновить трансляцию. А ты купил микрофон с пантографом на пауке, что за фирма? Я не покупал микрофон, я просто купил к нему пантограф. Потому что иногда можно облокотиться, знаешь, на спинку кресла откинуться и приторчать немножко. Так что, ну, микрофон плюс еще, когда он стоит на столе, он улавливает лишние шумы, типа клацания мышки, там, долбежка по клаве и подобные ненужные звуки. Плюс еще, когда он на небольшом расстоянии, он ловит то, что вокруг в комнате происходит, даже если окошко открыто, он может палить. Сокровище Посейдона. Пройдите игру, ну понятно. Какую-то корягу нашел посейдоновскую. Это, наверное, самотык его. Так. Качнем до 5-го левела это дело. Че, жену нашел? Я ее не терял, чувак. Я сначала с одной развел, теперь с другой живу.
Да, у меня что же типа такого. А как там паук, есть вибрация? Нет, все нормально. Я именно вот этот под диаметр микрофона его брал. Всё в порядке. Без жалоб. Возлюбленная моя, умоляю, прости меня за то, что сорвал на тебе свой гнев. Ведь вовсе не ты была ему причиной. Это у нас Посейдон извиняется. А мой брат, отказавшийся укротить силу, которую он прячет в лабиринте. Скоро грянет буря, а Зевс не жалеет создать для Олимпа тихую гавань. Моя душа может успокоиться лишь в твоих объятиях. Владыка твой Посейдон. Чем-то фразочки на этого... Фразочки на Дракулу похожи. Думал, ты не женат. Я в разводе, но это как гражданский брак. По идее, тоже браком можно считать. Иду расписываться, что-то второй раз не хочется. Геморрой потом. Документальный. Я имею в виду подвес микрофона на резинках, что крепится между пантографом и микро для гашения вибра. А, это поп-фильтр, чувак, называется. Надо бабу спасать. Тихо, женщину в первую очередь. Все, выдернул. Мне ее туда надо пнуть, да? Портал. Она чисто как Леху я толкнул. О, наконец-то эти гаврики ожили. Я уже думал, они это декоративные. Давай-ка мы их так напинаем, да? Я даже, Серега, не понял про какой-то этот вибра. Но есть паук. Поп-фильтр идет рядом с твоим микрофоном. А что там за вибрация? Я не понимаю. Ты типа имеешь в виду какую-то мягкую поролоновую прокладочку, чтобы по микрофону не долбил паук или что? А ёпа мать. Вы чё, псы? Я думаю, как бы их поточнее замудохать-то. А, ну да, есть же это. А то они заебут. Маленькое слишком расстояние дали, а они какие-то борзые демоны. Бам. Ага, я просрал вторую кнопочку. Круг. А и квадрат. Еще квадрат. Понял, принял. Давай. Еще маленько без цирка. Он промахивается мимо него. Квадрат. Треугольник. Круг. Хорошо. Ну, мы эту шмару долго толкать-то будем. А, понятненько. Иди-ка сюда. Ну, мы ее прям ведем в центральный зал. Возможно, она поддержит этот диск, который крутили ручками. Держатель антивибрационный, микрофонный, типа паук. Но крепление микрофона между пантографом и микрофоном. Держит микрофон. Но. Короче, проехали, на видео не видно просто. Я ничего не догоняю, но есть паук, вот он и есть держатель. Вот этот паук, это и есть микрофон, крепление. Ты в паук вкручиваешь такой переходничок, и потом на пантограф его накручиваешь. Как бы и все. В самом пауке есть еще такая прокладка, чтобы у тебя микрофон не вылетал особо. И резинки на этом пауке. Все, как бы тут схема-то проста. А, да, дальше. Надо сохраниться, кстати. Так. Да, у тебя есть паучара, в этом вопрос. Ну вот, паук в микрофоне.
Я потому что от вот этого микрофона, там у меня был, кстати, в коробочке-то и был переходник, чтобы паук не использовать, но я его куда-то он как золотник такой, короче говоря. Если помнишь, такие золотники похожие накручивались на камеры по крышке, короче. Вот, в общем, этот золотник я куда-то просрал. Я тут недавно тут уборку делал в ящиках, и, по-моему, я его выкинул нахуй. Поэтому пришлось юзать вот этот вот паук. Ну, он не особо, конечно, громоздкий, но... Таким переходником он более бы выглядел эстетичней. Так. Баба сидит. Но давай мы сначала сохранимся. Потому что там хрен его знает, что может еще произойти. Получается, здесь у нас две решетки. Тут закрыто. Бабу надо толкать вот в тот зал. Но толкать через этого чела. День просто снова замороченный. А у нас тут скоро тоже вот перед сменой графика рабочего будет тоже геморрой на геморрое. Выходные тут тоже на работе хреновенько прошли. Подрядчики, точнее вахтовики, просто, блин, у них держаки не остывали. Они там в одном месте варят, я прессую, водой набираю, як опять дыра, опять варить. И вот так вот все выходные, переход за переходом просто. Наебнули, наверное, все что можно просто. Давай вот так, маленько погасим их. Это что-то их многовато. И вот, оп, и все. Круг, квадрат, крест. Че, все, кончили что ли? Как хотите. По-моему, где-то вот я еще один сундучок не открывал. Ладно. Сейчас мы баба эту крутилку подопрем. И пробежим. Прошу, Кратос, не бросай! Какие у меня сиськи сочные. Если бы эта игра вышла прямо вот в этом году, то ее бы запретили. Ну, в смысле, бабу бы, по крайней мере, одели. Феминистки бы сразу же там начали за женские тела топить. Я знала, что ты вернешься. Скажи мне, где ты? Я что-то слышу. Кто-то идет. Скажи, как тебя найти? В лабиринте. Найди лабиринт. На помощь! Спаси меня, Кратос! Пандора! Пандора, что случилось? Где ты? Мой сын. Ты шутишь с вещами, которых не в состоянии понять. Держись подальше от этой твари. Зевс. Зевс! Это Зевс эту бабенцию утащил, что ли? Так, я вижу место, где можно светануть башкой. Вот оно. Чик. Давай почитаем, что пишут в прессе. Оказывается, ключ к лабиринту простая девчонка. Я принес сюда эту статую, но пока так ничего и не узнал. Смертный Дедал в своем безумии создал путь для сокрытия тайн даже от меня. Но это не предвещает ничего хорошего. Боюсь, Зевс уже не тот брат, которого я когда-либо знал. Посейтон. Блять, Дедал знакомое имя. Не могу вспомнить, что за хрен. Я половину персонажей не помню. Ну, кроме вот таких культовых, как там Зевс, Посейдон. А там Гера какая-нибудь, что-то как-то вообще не в зуб ногой. Похоже, что прислужники Олимпа умирают от неизвестной болезни.
То же самое. Сохранение сзади. А я вроде недавно уже сохранился. Кстати, меня уже не пустят. Там ворота закрывались, когда я пробегал. Да, сохранение закрыто. А нет, слушай, открыто. Давай сохранимся, чтобы заново все это дело не читать. Если дает лишний раз сохраниться, просто лучше сохраниться, потратить, я не знаю, там 2 минуты, чем потом, блин, не пстись. Мясной момент может наступить в любой момент. Вверх и из сады. О, бля, я помню, кстати, этот момент, он мудовый. Тут надо что-то как-то прыгать куда-то, там что-то крутить, вертеть. Он не менее мудовый, чем с кубиками мы тут тусили. По правую сторону у нас тут какие-то сундуки, но можно, в принципе, на них и хуй, блять, не долетел. Вот опять. Опять он не вовремя крылья свои раскрывает, вернее, не раскрывает их вообще. Плюс еще камера, конечно, заставляет желать лучшего. Ракурсы немножко неудобные. Ничего, сейчас сделаем. Вот нахрена они ее ворочают? Блять, опять недолет. Пидорас! Пидорасина! Должен был это нажать. Вот первый пролет вроде ничего. Но вот здесь, пока ты летишь, они тебе угол наклона камеры меняют, ракурс, и начинается какая-то жопа. Ну, долети ты, блядь. Ну-ка, зубами хоть бы зацепился, я не знаю. Хитман, блядь. Греческий Кратос, у нас греческий Хитман. А что ему мешать второй раз тоже так же взять и подпрыгнуть и немножко дальше пролететь? На конюшню, блин. А здесь проход, по-моему, тот, который нужен. Но если покрутить эту хрень вот сюда, то там, по-моему... Слушай, а тут 2 прохода. А нахрена? Механизм этого моста сломан. И чё? Типа делать хочешь? И назад, да? Нет, назад можно. Если была бы эта фишка с фиксацией времени, то... И этого сломан механизм. Слушай, ну по логике вещей он тогда должен с другого прохода и выйти сюда как раз, чтобы прыгнуть и разбить эту статую зеленую, разве нет? Похоже, что прислужники Олимпа умирают от неизвестной болезни. Зачем мне постоянно об этом напоминать? Чтобы я не заразился? Вот счет сохранения. В принципе, неплохо вообще в течение игры сохранения расставлены, как бы вообще,
рядышком между собой, особо не напрягаешься, 508 не переигрываешь. О, я помню этот момент, я не знаю. Надеюсь, мне трансляцию сейчас YouTube не вырубит за эту порнуху на экране. А можно это как-то избежать? Как бы звуки звуками, но камон. У нас же YouTube толерантный. При прохождении Орден 1886 меня вырубали трансляцию, когда там было явление пениса на экране. Причем он мелькнул вообще какие-то миллисекунды, херак, все вырубает трансляцию. Я не знаю, может это совпадение. Гоу к ним. Да я знаю, что гоу к ним. Короче, чуваки, если трансляцию сейчас YouTube щелкнет, нахуй, я ни при чем. Это нужно пройти этот момент. Канорм. Пошли, Держим планку, да? Кратос, как давно ты не был здесь? Давно не педрюкались. Неважно, пусть ты больше и не бог войны. Ты можешь делить со мной ложе. Пока не вырубают. Сейчас не время для игр, Афродита. Ты хоть знаешь, сколько времени прошло с тех пор, как мужчина входил в мои покои? Мосты, ведущие сюда, почти обрушились. Зевс отказывается отвлечь этого глупого смертного дедала от работы над своим глупым лабиринтом, чтобы починить их. Вот чем ты так озабочен. Пытаешься разгадать секрет механизма этих мостов. Надо ее трахнуть, и секрет будет раскрыт. Починить эти мосты может только мой муж. Но он же совершенно никчемный. Что ж, я спрошу еще раз, Кратос. Ты останешься? Придется. А, кстати, если не оставаться, что будет? Кто-нибудь выбрал не оставаться? Остаемся. Кратос. Будем... А эти наблюдают. Короче, эти сотки, эти куколды, короче. Почему Афродита всегда получает самое лучшее? Бабы любят наблюдать. Не, ну вполне, в принципе, пока ничего такого кошмарного нет. Блять, я просрал какой-то я момент. Заболтался. Давай еще раз, я дрючу. Он импотент, лысый. У него все в истерику ушло. Давай еще раз последний попробуем. Это не обязательно проходить, я вспомнил. Можно было отказаться. Какая сила. Надо было говорить, какой член. Какой замечательный греческий здоровенный мундул. Он просто похож на палку, это как третья нога. Он что же? Ну что же. Я завидую госпоже. Бля, они сейчас, походу, девки эти сами поебутся между собой. Дамочка на пике. Вот, я говорю, и эти тоже начали спариваться сразу же. Ножницы. Боги щедро одарили тебя, Кратос. Угу, конечно, с таким пенисом. Че, опять ее дрючить? Да хватит уже. Я хочу завалить это. Я не буду еще раз ебать, хватит. Хватит. Белая пичка больше не может. Я валю этот такой-то я момент. Пошли нахрен. Все, отворачивайтесь. Да, я импотент. Ты не способен удовлетворить моих желаний, Кратос. Да, ты слишком много просишь, женщина. Я не жрамша, только с работы. Войнами и местью. Поговори с моим мужем, если хочешь.
Можешь пройти к нему здесь. Угу. А он кукол тоже муж, короче, он подглядывал через занавесочки. Я не исключаю факт передергивания на все это дело. Ну, типичный, я говорю, кукол, короче. Так, стой. Вот здесь я не разбил кувшинчики. И вот тут еще, по-моему, что-то тоже должно быть. Нет? А вот здесь? Ну, явно же какие-то нычки тут. А, я уже все это подобрал. Ладно, пойдем к куколду. Есть разговор. Сейчас мы его прачку вломим. Что она всем дает. Я знал, ты вернешься ко мне. Какая Афродита? Он что, с луком ее перепутал? Ну что? Кратос с Афродитой, блядь, пиздец вообще похоже. Завоевала еще одного бога войны. Лучше задай этот вопрос своей жене. Она Я проститутка. ищу лабиринт. Я думал, тебе нужно только пламя. Зачем тебе понадобился этот... Нет! Держись от нее подальше! Не приближайся к Пандоре, Кратос! Да уже поздно. Именно из-за тебя она в этом лабиринте! Из-за тебя я живу в таких мучениях! Я ни в чем не виноват перед тобой. Нет, виноват, спартанец! Ты Вот он открыл свет-то не этот ящик! заблокили, слава Я богу. сделал то, что должен был. Видимо, ты не понимаешь. Это другое. Бедствие Великой А войны просто не что мы ее так только просто что трахнули, он уже удержать. тоже благополучно Я забыл. заключил ящик в то, что сильнее Гениально. самих богов, в пламя Олимпа. Работая над этим ящиком, я осознал, что только пламя защитит его от посягательств. Замок был создан. Теперь необходим был ключ, способ извлечь ящик. Я создал ключ из самого пламени, и он обрел собственную жизнь, Пандора. Дитя, не богиня и не смертная. Я полюбил ее, спартанец, а она полюбила меня как родного отца. Когда Зевс пришел за ящиком, я спрятал от него Пандору. Я сказал ему, что надежнее всего ящик можно спрятать на спине Крона, ведь никому не под силу одолеть Титана. Я лгал. Я хотел спасти свое дитя. Я думаю, ты можешь меня понять. Когда тебе удалось открыть ящик, мой обман раскрылся. Зевс пытал меня, пока я не рассказал всю правду о моей бедной Пандоре. Он забрал ее и бросил меня здесь, в одиночестве. Ты не понимаешь. Если приведешь ее к пламени... Пойми одно, бог-кузнец. Я уничтожу Зевса любой ценой. Но если ты... По-моему, в этой картине, как бы, прав, ну, спартанец. по Если сюжету все это ради смерти Гефест Зевса, прям я помогу тебе. Возможно. терпил. Жену его дрючат Да, в конечно. темнице сидит. Нам понадобится камень Умфал, Даже вон тогда я класс сделаю тебе стеклянный. оружие. У меня есть оружие. Да не такое. Это оружие будет тебе наградой, которую ты давно заслужил. Камень лежит в бездне Тартара. Принеси его, и я помогу тебе. Все, попиздили за камнем, короче. Для чего-то игра еще разрешает вот сюда вернуться. Зачем? Чтобы решить еще раз дрючить этих телок? С этого колодца я выплывал, теперь дальше проход есть. Что за смех? Он меня что, надул? Тартар? Или Тартар?
поисках искупления. Аид мертв, и души, заключенные в его царстве, теперь свободны. Но все равно они будут скитаться вечно, ибо нет для них искупления. Походу, убивает этого или нет. Но, по-моему, Гефестом он тоже мочит. Оно потом, после того, как он оружие ему сделает, по-моему, должен Гефест этого завалить. Колд, короче, будет мертв. Если память не подводит. Первого Феникса. Отлично. Прям пока магия у нас на первом месте. По количеству. Слушай, а может быть, можно вот эти вот тоже подстреливать? Сколько раз вот вижу, они то, что висят. Но это же явно не для прикола. Ну, типа, не освещение же. Что тут освещать, пещера сквозная? Может, на самом деле антураж. Не знаю. Бля, опять вот этот кентавр ссатый. Ну и всякая челядь поперла. Да, ни хрена тут народу наползло. Прям как в фильме «Вий». О-о-о. Не, ну такой замес прикольный. Прям когда вот такой крошилово просто идет. Вот серия 200 ударов запросто. Там и кентавру еще чуть-чуть напихаем. Будет вообще копыт. Ага. Доспехи разломал какие-то. Сейчас, если будет наваливать, то тогда берсерка. Долбану его. Давай чуть-чуть стрел. Оп. И вот так. И вот так еще. Подогоночку. По-моему, это не все. Кишочки я ему выпустил чуть-чуть. Приз получен, кишка тонка. Шикарно. Четвертая часть себе такую расчленку не позволяла, я вот что скажу. Кстати, да, можно в принципе вложиться во что-то. Лук Аполлона. Тогда что, 2500? Сейчас мы лучка вкачнем. Ну, передача стоит. И это дело можно пустить. Ну, я не знаю, когти Аида такое себе. Я не знаю, может быть их, конечно, если прокачать, они будут крутые. Но это вообще не точно. Голова. Я ей пользуюсь не часто. Башмаки мне тоже пока особо не нужны. Немейский цесту скачать. Как вариант. Потому что он по площади бьет хорошо. Поэтому давай, наверное, в цесту сливаться. Давай так сделаем. Я в руки буду вливать. Все остальное, вот тут кроме как качать эти, как его, крюки, Аида, больше нечего. Все остальное это побочные эти способности, типа башка Гелиоса, либо сандали Гермеса, ну они нахрена. Оружие будет, ну, как появится, так появится. Давай пока это покачаем. Ну, типа, знаешь, там, допустим, пару пунктов поднять, если я найду какое-нибудь еще лучшее оружие, можно уже туда вкладываться. Но у меня хотя бы оружие, которое наносит урон по площади, будет прокачано хотя бы немножко. Потому что, как правило, в God of War под конец какие-то есть замесы прямо жуткие. Руки крутые, вот я согласен с этим, то что они прямо вот на площади лупят по всей массе врагов. Дело того стоит.
Хотя бы пару пунктов дело того реально стоит. Так, они мне показали то, что наверху как-то можно туда забраться. Но эти камни, они... Как туда попасть? Там как-то можно зацепиться, по-моему. А, вот. Самый неприметный камень в мире, наверное, они туда положили. Чик. А это у нас, ну, это манна. Правильно? Нет, это не манна. Это у нас как раз берсерк. Ну, пойдет. Сейчас будет какая-то членобитва явно. Врата Тизифоны. Батя Люся все двигается. Кувырок. И все, что ли? А че это он такой лайтовый? Их должно быть, наверное, тогда штук... А, да-да-да, я вспомнил. Он же у нас этот, как он... Трехплазменный товарищ-то. Но тут они, кстати, побыстрее отъезжают, чем я первый раз с ним встречался, когда... Первый раз что-то он мне напинал хорошенько, по крайней мере, в третьей фазе. Давай мы оптом их возьмем. Вот так вот. Блять. Что у нас? Вот этот недобитый. Но пока гарпии меня не трогают. Ой, все равно лупить. Просто он оказался ближе. Вот, мы сейчас и этого заодно подцепим. Давай вот так. И добьем. Бесявая тема, когда они начинают по очереди атаковать. Кем этот кого убегать? Все, минус один. И вот этот у нас на подходе. Тихо, тихо, тихо. Бау. Ты же подожди, ты же мигал, ты че? Это у него вторая фаза. Да, вторая. Я попробуем его держать на расстоянии. Ну, маленько расхерачил пару этих пару взрывных кадушек, но я думаю, эта игра мне простит. Так, ждем. Пошечка-то заканчивается. А зачем вот здесь вот две, ну, бочки-то стояли? Для чего? Эту штуку тоже оставлю. Так, есть одна цепь. Она поворачивает у нас, скорее всего, правое колесо. Вот левая цепь. На время надо сделать. Его пока ты тянешь одну цепь, у тебя вторая поднимается, или что? Что-то как-то это все вот прыжками на скорость попахивает. Давай второе сразу откроем. Причем сейчас надо будет на самый верх забираться, там с кубика на кубик вот эти вот захваты использовать. И скорее всего будут мешаться гарпии как раз. Че, зря показали, что ли? Потому что я с ними не бился. Кубика 2. Почему?
Мне надо с помощью их подниматься наверх. Но если тут она одна. Это возможно. Как мне с помощью нее-то наверх залететь? Она дохнет. Даже на середине пути не пролетев. Вот она на 1,5 кубика как-то вверх залетает и все. В чем дело? Семёныч, кто бы мог подумать то, что надо еще их до конца запинать туда. Но вот эти штуки, наверное, на время. Блять. Они мне прям показали то, что эта хрень выдвигается. О, иди-ка сюда. Но он не долетает. Ты давай, даже правее, блядь. А зачем тогда вот здесь ты выдвигаешь вот эту половину, нахрена? Чтобы что? Он не достает сюда вообще никак. Так, давай-ка мы ее подождем прям тут. Странная какая-то пижня вообще. Я не понимаю, для чего левая часть загадки. У нас тут ничего, да, не спряталось. То есть надо вот использовать только то, что есть в наличии. Тут большая палка. Большая палка Тетриса. В Тетрисе мы ее часто ждали. Так, а выше, еще выше. Я почти долетел. Пониже ты не хочешь, нет? О, давай-ка. Давай. Сыпочка. Блять, я в крышку этого куба уперся. Давай, ну нет. Не вариант. Надо где-то вот примерно отсюда их агрить и там лететь уже. Давай. Ну. А че это курица слезать-то будет? Ниже. Вы прикалываетесь? Может их типа разрабы подразумевали то, что я должен их оттуда цеплять? И минуя вот эту большую хрень пролетать прям к этому кубику. О, да нет, все равно он как-то падает вниз. Ну, блядь, пока ты на этой курице долетишь. Нет, он все равно не достает. Я, может, где-то что-то не прожал. А не достает он вообще немного. Почему? И для чего-то вот этих уем было еще. Подлетая на этой штуке. Нет. Стой, мы ее зажигаем. С помощью вот этой хрени. Нет, я ее расхерачу. Тихо, я их сейчас опять разобью. Как она тогда поток ветра создавала?
допустим, я при битве с этими там уродами, к примеру, случилась такая ситуация, что я расхерачил все вот эти вот кадушки зажигательные. Бля, давай еще выше попробуем. Прям как-то облетая эту обезьяну, блядь, он все равно в самый низ падает. Ну, выше, 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 блядь. Ну, не тянет она, Кратос толстый. Это дичь. Вот там вот какое-то кольцо, но его никак вообще тоже не подцепить. Он на этих хреновинах особо-то и не летает. Вот он, максимум поднимается куба на 3. Но если эту курицу особо не мудохать, он ее бьет как-то автоматически. Погоди. Да ёпта, ну захвати ты ее. Бля, взял и херанул вообще. Ну, а чё первым не хватает ее? Блять, вообще не то. Ну, ты же хваталась. Прям в этой хуйне страдает, вот сейчас. Теперь перестал он их захватывать. Он просто зажимает блок. И с ним, удерживая, падает. Что за хуйня? Эй. Все понятно. Надо кружок еще поджимать. На самый верх. На самый, мать его, верх. Но она выше не едет. О, ништяк. Как теперь быть? Ага. Все, я разобрался. Блять. Уебанский момент в игре. Надо попасть в тайминг. Мудохая птица. И потом еще оттуда не слететь. Зацепившись как-то за вот этот бред. Так, уже лучше. Почему он не цепляется? Ну вот он уже близко. Шли нахуй, короче. R1. Угу. Вот оно как работает. Так тогда и там надо было цеплять. Да только не говорите, что придется опять это делать. Да, придется. Эх, не дотянет. Надо было сразу этим заниматься. R1, отлично, успел. Ну и тут просто надо прожать что-то. Самая сложность это вот на первый кубик запрыгнуть, остальное в принципе похер. Там уже интуитивно как-то. Но если есть сохранение, значит сейчас какая-нибудь пиздилка будет. А может и нет.
Так, погоди. Друг нычки. Если есть один чемодан, могут быть и другие. Нет. Опять перо. Много магии дает. Купы не так часто. Бездна Тартара. Как это все на ад похоже. Первая часть. Там прям такая же картинка была. Нет, со второй, по-моему. Первый со второй очень похожи между собой. Бездна Тартара. Легендарное поле битвы, на котором сошлись боги и титаны в Великой войне. Титаны потерпели поражение и остались в бездне Тартара навечно. Ну не все же титаны, там еще ж какие-то ползли на Олимп. Я пока не буду ящики взрывать. Я пока пройду немного вперед на тот случай, если там внизу какой-то трешак начнется, я хотя бы отхилиться могу. Пока они что-то как-то по 2-3 моба лениво тебе подкидывают. Для разминки, наверное. Это каким-то лютым пиздецом попахивает. Но, в принципе, мне что только вернуться ману собрать наверх. Которая, в принципе-то, не очень мне и нужна. Вперед прыгать. Окей. Че, никто не нападает? Это рука этого титана. Он прям на руку им приземлился. Причем рука в руке, оказывается. Вторую я руку вообще не заметил. Сколько еще буду? Ну, минут 20. Явился ко мне? Крон! Минут 20-25 еще буду играть. Убил ее, спартанец. Завтра продолжим. 6 или в 7. Скорее всего, в 7. Живу в мучениях. Когда ты забрал ящик из храма Пандоры, Зевса обуял страх. Он бросил меня в бездну Тартара. Боги повелели мне убить Ареса! Ты убил Ареса, потому что ты желал мести. Но на этот раз кара пойдет на твою голову, спартанец. Крон. Кратос, ты умрешь мучительно. Получается, мы должны сейчас будем удохать этого титана. Да пиздец. Пальчик ему повредил, какой кошмар. Стой, я вспомнил. Его надо этим, как его, долбануть. А у нас эта штука выдвигается на L2, башкой Гелиоса. Он вообще ничего не делает. Эй. У него светятся глаза. Это значит, что надо его, вот, отпустите. Вот, наконец-то мне дали вот эту хрень. Причем, если ты нажимаешь L2, потом треугольник, это не работает. Проклятый смертный! Ты заплатишь, когда зрение вернется ко мне. А когда зрение вернется, там видно будет.
Немножко ослепил. Мультики ему сделал. Все, пробегаем. Хрен на этих мобов. Пока есть отверстие, надо ползти. Двойник теперь надо мудохать этот. Да. Минус прыщ. Просто у него этих прыщей, как у пидовки, наверное, 15-летней. Еще угарная тема, когда эти ПТУшницы замазывали эти прыщи свои тональником, таким километровым слоем. Штукатурка это осыпалась. Так. Пока все верно. Ну давай, наверное, вот этого титана замочим. И на сегодня хорош. Будет неплохое завершение на сегодняшний стрим. Так, давай по ногтю. По ногтю. О. Эть. Ну-ка даже мерзко смотрится этот ноготь полураздолбанный. Так, оп. Понял. Выдергиваем. Я не знаю, что значит для титана потерять один ноготок. Ну серьезно. По-моему, это же вообще ни о чем. Как хую. Надо наверх лезть. Бля, просрал. Все, камера. Режим фотографирования. Я даже не знал, что он тут есть вообще. Все, я не хочу фотографировать. Идите нахрен. Верните мне игру. Рамка, фильтр, размытость, что? Блять. Ну-ка, а как отсюда выйти-то? Вы прикалываетесь, что ли? Как отсюда сериально выйти с этого режима ссаного фотографирования? Спасибо, блять, я не хочу фоткать. Сброс, скрыть, показать интерфейс. И что? Как это говно вообще включилось? Это новость. Чёрная фигня. Что мне теперь игру закрывать, чтобы это говно выключить? Вы серьезно? Может просто сфоткать достаточно, чтобы он от меня отъебался. Идите нахуй со своими фотографиями, блять. Пиздец. Нахуй мне эти фоточки делать? Я что, блять, в Инстаграм этот брошу? Которого у меня нет. Какой мудак вообще это придумал, а? Блять. Заебись ты, крутись. L3, R3, нихуя. R2, вообще, я не знаю, я, блядь, все кнопки нажимаю. Нихуя. Это пиздос. Идите нахуй, короче, со своим, блядским это... ВК-каналу, да? Карду, блядь, еще себе распечатаю. Закрыть приложение, да. Пиздец вообще. По-моему, у меня как-то еще давно включился этот режим фотографий на RDR2. Но
он как-то быстренько и выключился. Я посмотрим, может быть, все-таки сохранение какое-нибудь прошло, контрольная точка, что-то в этом роде, я не знаю. Ну, это подстава, вот серьезно. Интересно, какие клавиши отвечают за этот ебучий режим фотографирования? Чтобы их еще раз не нажать. Но нормуль, я ему ноготь уже отшиб. Теперь давай добивать этого петуха. На ебло надо ему прыгать. Ты правда искусный. Бам. Все, прыгали. Куда ты делся? Ик. Я знаю, что ты где-то здесь. Ага. Прощи тебе давлю. О, и все. Выходи, Кратос. Тебе надо, ты выходи. Орать-то, да, Кратос, ну и что? Напугали папу хуем. Не. Мелочевку надо, походу, разваливать. Ну и этим заодно достанет. Ты хватай ты второго, вот этого вот и хватай. Квадратик, кружочек. И до свидули. Квадратик. Треугольничек. А тут у нее что? Кадык? А, что там? А, надо эти перчатки одеть. Вот. Погоди. Оп. Сейчас ему по пузику. А он меня скидывает обратно. По сценарию. Ебать, тут толпа. Мы такие мелкие, как мураши. Козявочки. Твоя судьба в моих руках. Баламняри. Так, надо оружие поменять. Пока нормально то, что дают мелочевку мотать. Это ваншот? Нет, слушай, он вышел. Где-то среди грязи подноготной затесался там у него. О, кольнул и распорол. Кратос. Угу. Куда ты делся? Посмотри где-нибудь рядом с очком. Угу. Ага. Оп. И вот так вот. И вот так. И вот так еще. И вот так еще. Яу. Прям Индиана Джонс. Зачем ты бежишь, Кратос? Тебе не уйти от меня. Это надо было быстрее проходить. А как еще быстрее? Ни хрена там такая лавина несет на тебя. Ты бежишь, Кратос? Так, ну мы этих ребят тогда игнорим. Пошел молочко со своими этими лавинами. Я знаю, что ты где-то здесь. Угу. О, новый моб, кстати, такого не было еще. Прикольно нарисовано.
Его оседлать надо, говорит, да? Прям люто-люто. Оп, иди-ка сюда, иди сюда поближе. Раз, два. И все, оседлали. Теперь им ковыряем. Это у меня плечо, по-моему, да? Мелких мобов можно поигнорить, ничего страшного. Эй, давай, ковыряй. А почему он? Зачем он рубит суп, на котором сидит? Ну да. Мне и самому не слишком хочется есть тебя. Я не перевариваюсь. И я же говорю, мы вот где-то возле очка будем. А мне вниз надо. Я время потерял. Чуть-чуть. У него там в желудке чел застрял. Ты, говорит, сынок, пальчики не растопыривай, а то папе больно. Все, у него нетворение желудка. Он из очка прям вылетит у него. Селезенку проковырял. Что такое? Говно? Он достал кусок говна. Перед этим говном надо было его убить. Ну, типа, чтобы у него получилось заражение крови и так далее. А, ты получил то, зачем пришел. Пощади меня. Вы получили камень Амфал. Хорошо. То, зачем пришел. Пощади меня. Сейчас мы сделаем заражение крови. Блять, ну ты серьезно? Ну вот это пиздец, конечно, когда он крылья не может раскрыть в таких ответственных местах. Слава богу, что есть сохранение. Ты получил то, зачем пришел. Пощади меня. Вот, теперь он крылья раскрыл, без проблем. Кристаллик разобьем, а туда говно засунем. Бля, как эпично, эпично все. Ирак. А камень тогда ему зачем? Прям на свой самотык, да, сейчас он упадет спиной и подохнет от этого. Зубы надо выбивать, не? В нос залезть ему, что делать? Так, по лбу идем. Почему? Почему мы к лбу идем? Давай к глазам. Вот. Теперь появилась. Он должен был пропиздеться хорошенько. Да, это я. Фиг. Нарисовали ему третий глаз, открыли ему чакру и, скорее всего, силы земли. Ну не жалеется уже, ну что. Та-дам! Я думал, он на свой самотык реально приземлится. Кратос весь в крови. Красота какая. А он типа с этого лысого-то свалился, да? Так, освещаем. Как-то вот так. Опа. И... мне вниз. И он упал к Гефесту обратно. Блять, все ворота, все дороги ведут к этому Гефесту. Куколду.
терпили. Нет, успокойся, Кратос. Я знал, что ты выдержишь бой. Чалысы психанят. Мне в самом деле был нужен камень Омфал, сейчас увидишь. Так шевелись, старик. Может, он не старик. Создание такого оружия не терпит спешки. Ради этого стоит и подождать. Ну, как горло мне что-то напоминает. Моя прелесть от этого отца. Это оружие несравненно. Что за здоровенный дилдак? Как я и обещал. Берем. С молниями. Передел. Вот, получай свою награду. Ах ты пидрера, а? Я думал, что какой-нибудь диалог будет. А он пидор подставил. Давай лысый, толкай эту хреню. Чик. Ну пизда куколга. Прям ему глаз этот выковырил волшебный. Мигает. А почему мигает? Ага. Их надо было зарядить током одинаково. Но не зря эта хрень острая все это время мелькала прям при каждой встрече. Вот эта острая пика прямо у меня на грудаке торчала. Прошу, пощади ее. Так если она проститутка, что ее щадить? Прости меня. Я обмяк. Она. Вот. Бич Немезиды. Сделан из камня Амфал, богом-кузнецом Гефестом. Давай посмотрим, что это такое за оружие. Есть еще несколько минуток. Удерживайте серии ударов. Ну, электрическая, короче. Они очень похожие на мечи, но можно делать джанглы в воздухе. Забавно, кстати. Я давай, наверное, эти как варежки докачаю до второго левела. Есть резон вот эти пухи качнуть потом. Ну не знаю, посмотрим. Сохраняемся, и до следующего сохранения я уже не успею, надо передохнуть. Завтра мы продолжим. Есть пухи, подкрадули Гермеса мы тоже забрали. Так что, в принципе, что, Кратос у нас при полном марафете, парад у него весь собранный, да? Да, все открыто, все оружие на месте, ну, только качать потихоньку, да и все. 1600. Нормально, давай качнем. Вот здесь молот жестокости, хорошо. Еще пятера, блин, ну... Да давай до третьего левела, чего уж тут, как раз 5000 есть. Бросок дикаря, немецкий рык. Немейский. Почему мне все немецкий? Так, ну и все. А остальное можно попробовать вот прям вот в эти вот в бича вливать. Беспощадный суд какой-то. Но это оружие будет самым дорогим по прокачке. Потому что другие там гораздо меньше ты вливал. То есть первый левел даже в перчатках был там что-то, по-моему, 2500 что ли, или 2000. А тут уже начинается с 3. То есть, ну, есть резон, конечно, качать вот эту пушку. Но если ее качать, то на остальное вообще до конца игры, как бы, ты ее, может, до 5-го левела дотянешь, но не факт вообще. И, может быть, до конца игры и не хватит. Все остальное тогда прокачать. Это надо думать.
Дебильный интернет, за что деньги плачу, не понимаю. Что, отрубали? Бывают же ремонтные работы, что тут? Ничего тут не поделаешь. Да у всех бывает. Что за интернет у тебя? Я так понимаю, Ростелеком? Сейчас много кто им пользуется. Вот у нас есть в городе Ростелеком и Тайгернет. Тайгернет хуже, больше перебоев. Я вот за 100 мегабит в секунду интернет я плачу 560 рублей. Постоянно еще пытаются мне там сколько-то каналов навязать-то, вся хуйня, типа купить там приставку какую-нибудь, знаешь, подключите там 150 каналов. Но они же не думают, что если у тебя есть интернет, то по идее все каналы у тебя уже есть. И гораздо больше, чем 150. Я однажды, бля, Простоквашино смотрел на Чехословацком. Поржал. Ну давай, наверное, тогда можно уже закрывать. Интернет-мегафон домашний. Йота для общего пользования. Йота, по-моему, вот у нас есть мобильная связь Йота. Мегафон тоже мобильная связь. Какие-то вот эти флешки там они продают, но никто этим не пользуется. Все в основном сидят на оптоволокне. Стандартная скорость, в основном берут 100 мегабайт. Другой скорости брать больше смысла никакого. Это актуально скорее для интернет-кафе, чтобы ни у кого там ничего не глючило. Вот у меня 100 метров скорости, подключено около 6 пользователей. Ну, то есть, допустим, у меня могут 2 телека работать, и там гаджеты типа телефонов и так далее, планшетов, плюс комп и все остальное. Скорости вполне хватает. Плюс еще качается. Роутер симки работает. Ну, я понял. Тогда неудивительно. На симках вполне может периодически вызывать сбои. Такое бывает, это нормально. Ладно, ребят, давай будем на сегодня закругляться. Завтра в 7 продолжим проходить 3-ю часть God of War. Вот. Спасибо за просмотр, за поддержку. Лайк, коммент, подписка. Ну, все знают. Да.